Так, проверка. Вроде бы все идет. Сейчас, секунду. Подключимся к чату. И, в принципе, можно будет начинать. Такс. Так, ну что, погнали. Ой, давненько не заходил. Казалось бы, прошли только выходные. Я уже и позабывал, что я делал на этом персонаже. Так, продавать ничего не надо. Стрелы есть. Угу. Так, ну я пока тут глянул. У меня пару квестов осталось недоделанных. В западном крае. Вот я думаю, я их сделаю. И после этого рвану темные берега. Посмотрю, какие там есть квесты вообще в целом. И те, которые мне уже по уровню подходят, вот ими я и займусь, я думаю. Что там их... Это много, там много квестов, я помню. Я в темных берегах качался. И там по-любому уже есть те, которые, ну, особо мне много ничего не принесут, там, опыта. Вознаграждения тоже. Поэтому, не знаю, половину квестов понаделаю. Покачаюсь там. Посмотрим, на самом деле. Если будут свободные места для... свободные места, я имею в виду, в списке для квестов, тогда, может быть, просто для галочки сделаю все, почему бы нет. Опыт есть опыт, плюс репутация соответствующей фракции Дарнас. Может быть, как раз-таки я смогу и набрать 3 уровня. До 20-го прокачаюсь. Тем более темные берега, они вроде бы, ну, не такие уж и опасные места. Так, что у нас тут по онлайну? 743 хардкорщика. Почти 3000 онлайна. Нормально. Утренний онлайн мне больше нравится. Более такой спокойный. Меньше народу. Так, Harvest Golem Mystery. Это то, что нам надо сделать, я так понимаю. Квесты на... На мурлоков, вот я не знаю. Может быть, мне тоже их сейчас стоит сделать. Но если будет кто. Если вот будет кто-то искать группу напарника для этого квеста по мурлокам, тогда я, конечно, сделаю обязательно. А так, ну, надо думать. Потому что там есть, конечно, некоторые опасные места, в которых лучше не соваться в одиночку. Так, а что мне по шмоту? Купленный лук, точно. А, вспомнил, мне же наплечники на прошлом стриме передали. Неравнодушные игроки. Когда под палаткой стоял в Красногорье, воин отдал. Лишние были наплечники. Да, истинно так и есть. Вот игрок пишет в чате. То, что он завалил тысяча кабанов, чтобы получить 8 ливера. Вот этого, который нужно по квесту нужен, да? Да. Так оно и есть. Но с другой стороны, да. Вот тут еще игрок пишет, типа, ну, опыт все-таки, да, бонус опыт. Тем более... Так, я, наверное, даже не знаю, Мунбрук, наверное, сначала схожу. И плюс, учитывая, допустим, вот я занимаюсь скиннингом, плюс кожа получается еще.
бесплатная. Так, может быть и правда сначала лучше заняться второй частью The People's Militia. А потом уже идти сюда. Тут как раз народ, я смотрю, активничает. Уф, 43 урона. Да. Эти пилледжеры, они опасные. Всегда были. Так, ладно. Берем квест-айтем. Я смотрю, тут много, кстати, неписей этих по квесту. Хоть и народу тут много, потому что они занимаются эскортом Defias Traitor и этого мессенджера вылавливают, но все равно, смотрю, прям динамический спаун. То есть я без всякого напряга успел уже 3 тегнуть. И сомневаюсь, что это дело в онлайне, кстати. Так, что у нас здесь? Еще один пилледжер. Наш клиент. Так, ну вот, пока вроде все плюс-минус очистили. Внутрь в здание я, наверное, не пойду. Допустим, вот в эту таверну я не пойду. Ну нафиг. Ладно. Пойдем лучше вот на те поля. Алакстон Фарм стоит. Там побольше этих ребят. Тем более квест можно будет сдать тоже недалеко. И, по-моему, потом следующая часть The Harvest Golem Mystery. Там надо будет по пещерам пошариться. По 2. Так, кого я отслеживаю? Окей, гуманоидов. Defias Looter. Pillager. Ладно. Тринадцатый левел маг. Мне кажется, он маловат. Чтобы вот так вот. Спокойно. Так, Heavy Woolen Cloak. Тейлоринг. Опять. Ну, понятно. Я не удивлен. Правда, кстати, говорил также и один из игроков, с которыми я вчера ходил в подземелье. По-моему, это был монастырь Алого Ордена. Он тоже писал то, что падают одни лишь рецепты для тейлоринга. Забавное такое совпадение. Так, а что у меня было по талантам? А, точно.
Я прокачиваю броню. Кабану своему. То есть я решил чуть больше упороться в усовершенствование своего питомца. Так, ладно. $23+, ну, я не смогу, блин. Но мне понадобилась бы одна сумка, конечно. Учитывая, что мне как раз-таки всего лишь одна 8-слотка. С сумками у меня сейчас накладно. Так. Тут есть. Ладно, идем дальше. Так, ну довольно бодро идет квест, мне нравится. Это хорошо. Потихоньку плюс-минус везде они воскрешают. Воскресают. Бандиты. Так, ну что, может быть мне все-таки рискнуть? Зайти в этот... В эту конюшню. Сколько там внутри их? Ну, судя по радару, вообще только один. Так, почему бы тогда и нет? Так, ну вот. Один есть. Так, кабан 16 левел, у меня он все изучил. Ага. Так, тренер, по-моему, захочет со мной поговорить на 18-м. Как раз таки. Так, опа, сколько там вижу. Разбойник. Вижу. Опасно, опасно. Прям вот передо мной резнулся. Надо ему немного похилить кабана, а то его завалят совсем. Ну вот, завалили. Иди в бой. Нормально. Правда, тут главное вот так вот, да, смотреть в спину, потому что он уже там сзади целых трое резнулись. Надо быть аккуратным. А то я прям в центре стою того места, где вот они могут появиться. Так, ну тут 3
А, нет, двое лутеров только. Ну, давайте сначала начнем с пилладжера. Давай, 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 быстрее, быстрее, ешь. Когда ж там радостно станешь? Короче, ладно. Пока он наестся. Так, а вот это херово. Да. Долго стоял, ждал. Сколько я ему, блин, этих кусков мяса скормил? Он так и не это вот. Тупой кабан. Надо, наверное, ему что-то другое скормить уже. Сейчас посмотрим. Тогда получается... Не знаю, батон, наверное. Можно скормить. Так. Батона дал. Тоже мало. Ну-ка, давайте ему еще Даларан Шарп дадим. Так, 13 из 15. А пиллажеры есть. Хорошо. Там у нас тоже пиллажеры. Когда вот нужны лутеры, повсюду пиллажеры. И наоборот. Странно. Так, ну там я на горе еще он видел, да. Стоит. Ждет моей аудиенции. Так, ну вот, с этим квестом покончено. Хорошо. Тогда, наверное, что мы сделаем? А ну, сдам тогда, да, ближайший вот этот. Возьму следующий. И потом сдам People Militia. И пойду по этим пещерам. Насколько мне известно, скоро там через один или через сколько квестов он попросит уже пойти в мертвой копе. Данж. Так что я тут уже потихоньку собираю все необходимые квесты для подземелья. Так. Кину метку на мессенджеры, чтобы люди видели. Мало ли пригодится. То бывает в чате спрашивают, где он сейчас.
Так, Мортимер. Малтимор. Впервые вижу, чтобы он там прям вот стоял. У обрыва. Обычно он возле своего дома стоит. Жаль, что вот некоторые текстурки, ну, то есть вот эти объекты сделаны, и в них войти нельзя. Закрытые. Так, как квест хотя бы работает теперь, если он там начал его. О, даже не пришлось. Потому что по квесту этот голем должен был сагриться еще на меня. В общем, все с вами ясно. Пиратка. Так. Хорошо, тогда The People's Militia сдадим. Я вот пока играл на своем предыдущем охотнике. Я там параллельно играю еще с одним. За одного. Я вот подумал, может быть, все-таки стоит сменить питомца. Учитывая то, что я здесь, как ни крути, вкачиваю еще дополнительную броню. У того просто охотника у меня full 5 очков вот в этом таланте стоят. И 0 вот в этой ветке. Thick Hide. То есть 0 стоит, да. И у него тоже кабан у меня там. 36 левел, если сейчас на том охотнике. И я вот думаю, может быть, мне все-таки попробовать приручить кота из-за его высокого урона и скорости атаки. И играть через кота. Просто буду его дополнительно вкачивать в броню и все вот это вот, все дела. И, возможно, он просто сравнится по броне, по сути. Я не знаю, можно попробовать узнать просто. Насколько прям вот велика разница в броне у питомцев. Просто у кота, да, к сожалению, рывка вот... Рывок мне уж чересчур кабани нравится, но у кота больше способностей. У него, конечно, одна из бесполезнейших, которая, ну, на мой взгляд, это вот... попятиться называется. Такая же вот иконка, да? Cover. То есть снижает уровень угрозы. А так у него там dash, ускорение, невидимость, провол. И, ну, гроул у всех есть таунт, да, по сути. Просто у него целых две еще дополнительных атакующих способностей. Это, конечно же, укус и цапнуть. Поцарапать противника. С одной стороны, это пока что на данном уровне развития, на моем вот, уж очень много будет у него фокуса отбирать, мне кажется. Потому что Кло, наверное, будет без КД способность. А вот Байт, да, с КД. Так, а мне как раз сейчас нужен мессенджер, я так не понимаю, да? Окей. Ну ладно, потом. С мессенджером я разберусь потом. Сейчас пойду в эти пещеры. Сделаю квест на The Harvest Golem Mystery. Потом по дороге, если получится, выслежу мессенджера. И сдам квест у капитана Грейсона. И возьму все, которые там... Да, лучше возьму сразу их.
И тогда уже пойду ну, в темные берега. Посмотрим, что там. О, тут же можно... А, нет, нельзя. Странно. Кожу снять нельзя. Кстати, какой у меня навык? Я уже тоже забыл это. Скинг 115. Если не ошибаюсь, на 120... 120 или 125, по-моему. Разрешит мне дальше прокачать, по-моему. Но при условии, что мне, по-моему, будет 20 левел. А вот лазерворкинг, конечно, 93, маловато. Надо пофармить тоже будет кожа. Чем я, впрочем, и могу даже заняться в темных берегах. Why not? Так, сейчас, секунду. Что у меня тут сообщение? Так, странно. Так, сейчас переподключусь к этому, к чату. Надо было ответить на сообщение. Ладно, погнали дальше. Что у нас тут? Так, так, так. Тут пока все очищено, это хорошо. Надо по барику. А, да? А, да? Ладно. Надо скорее очищать. Пока не заспамились новыми. Я так понимаю, эти ребята тоже по тому же квесту, что и я. Пришли за грузом. Ну, без разницы, я не спешу. Потому что я, в отличие от них, помню то, что там КД у этого груза, он совсем маленький. Поэтому успеем. Тем более, все равно получилось так, что я первого залутаю. Вот. Ну вот, он снова появился уже. Так, идем за следующим. Во вторую пещеру. Там, конечно, будет чуть посложнее. Потому что там будут те же пилледжеры, лутеры и еще и гнолы сверху. Надеюсь, что там также вот будет целая компания народу, которые будут зачищать подземелья. Где мой кабан? Сюда иди. Так, а у него уже... А. Чардж второго ранга, окей, это хорошо. С каких пор койоты тут на дорогах стоят? Совсем им наголели.
Так, следующая пещера вон там, в ущелье. Cold Coast Quarry. Так, а последний квест The People's Militia. Что он нам тут даст? В принципе, неплохой меч двуручный. Ну, выносливость причем. А, ну посох мне такой же, по сути. Он чуть-чуть уступает по урону. Так, ну волшебная палочка не нужна, одна ручка. Силой фигня. В принципе, могу попробовать сделать The People's Militia, учитывая, что сейчас утро, народу поменьше. Просто надо будет обучиться еще. Потратить лишнее серебро. Точнее, не лишнее, а вообще то, что у меня есть. Так, опа. Тут уже есть. Тут уже они появились. Ладно, начинаем зачистку. Так, следующий пошел. Так, а вот что за ружье, допустим, у этого хоть... А, он... Он у нас инженер. Он у мамы инженер. Понятно. А, это еще, блин, это не хардкорщик, к сожалению. Я просто хотел сейчас ему написать в личку, попросить, чтобы он сделал ружье мне. Лутаем. Опять по счастливой случайности я первый. Так, ну ладно. Отлично, еще один квест сделан. Окей, получается, сейчас я этот сдаю. И следующий квест, по-моему, уже ведет меня в подземелье. Я тогда пойду к капитану Грейсону. И сделаю третью часть People's Militia. Стараюсь сделать как можно скорее. И побегу в темные берега. Наверное, все-таки постараюсь сделать побольше квестов. Неважно, причем на какой уровень. Если прям там нереально много будет, тогда да. Если вот не смогу запихнуть их в свой квест-лог, тогда буду выбирать. Потому что я знаю, там некоторые прям с 10-го левела. Я вот почему качался в темных берегах. Потому что там квестов, такое ощущение, было гораздо больше. И сама локация, как будто она больше подходит. Вот, сразу же покинуть вот свою стартовую локацию с 10-го там 12 левел, сразу же попасть вот в следующую. И вот именно темные берега больше подходили, чем вот, допустим, в западный край. Потому что здесь вот в западном краю, в западном крае, да, вот таких квестов прямо для low-level, стартовых левелов, 10-12, было очень мало и некомфортно было проходить. Потому что ты приходишь практически здесь сразу же на Saldian's Farm, 14-15 левел големы. И вот, то есть уже была какая-то вот проблема. В пещере тоже были 13 левел, по-моему, 12-11. Ну там очень ладно, это еще плюс-минус как-то можно было с этим согласиться. А так, в целом, ну что, первые квесты ты вот получаешь, там 3 квеста, вот, Jansen Steed.
Один ты просто передаешь вот в Saldians Farm, чтобы сделать похлебку западного края. Передаешь рецепт. Один из них просто по всей локации нужно собирать. Хорошо, там это вот паёк для лошади, это еще ладно. Квест как квест, простой. И третий вот уже задается, как бы задаешь вопрос, тебе нужно пойти в другую ферму, вот, по-моему, вот сюда. Вот это их ферма. И там вот в доме нужно залутать в шкафу часы. А как ты зайдешь в дом, если, во-первых, на полях те же големы 15, 14, 13 левела. Потом возле дома крутятся бандиты 12, 11, 13 левела. И внутри, внутри как минимум два бандита. И один из них стандартный такой же, да, который на улице. А второй там именной NPC, Бенни Бланко, который, кстати, вот тут частенько появляется в списке убийц хардкорщиков. А он 15 левела. NPC, который имеет парные клинки. То есть, соответственно, у него скорость атаки повышена. И для кастеров это прям, ну, это как чума. Он же ему будет сбивать все касты. Поэтому я вот не понимаю, как вот так вот можно начинать. По сути, тебе потом нужно в Sentinel Hill идти там брать квесты непонятно. Это что такое? What the fuck is this? Ага. Ага. Понял. Так, ну а в Sentinel Hill какие там квесты? Ну, первые пару квестов только, да, разве что подходят. Но они тоже чисто для среднего уровня 13-го, там, 12-14, я бы сказал. Для комфортного прохождения. Потому что, ну, блин, ну, давайте быть откровенными. Легко прокачиваться в соло охотнику, чернокнижнику, там, какому-нибудь. Ну и, по сути, все. Всем остальным уже относительно чернокнижника и охотника будет сложнее. Это прям очевидно. Это очевидный факт. Еще и квесты такие нудные. Пойди туда, завали столько-то мобов, там 15 штук таких, 15 сяких, там 8 таких. И вот в таком вот духе. Такая нудятина. В самых берегах разве что проблема то, что локация вроде небольшая, но она растянутая. Там нужно бегать туда-сюда. Так, что-то он сагрился на меня. Видимо, Таунс резистил. Так, посмотрим, сколько я сагрю. Only one? Отлично. Так что в целом я как-то не особо люблю западный край. Ладно, спасем эльфичку. Вот, а в Локомодан я вот, как и говорил ранее, я очень мало квестов знаю там. Там только элитные, которые я делал на Огров. И так, по мелочи. Знаю, что там есть тоже квестовая цепочка, по сути. На трогов. По-моему, из 3 частей тоже. Там нужно фармить этих трогов. И возле дамбы этой большой, дворфовской. Дворфийской, получается. Там тоже какие-то квесты связаны с дворфами черного железа. Там что-то вот вроде того.
Потом на кобальдов, помню, есть квесты тоже, там в пещеру надо заходить. И, кстати, тоже я замечаю то, что вот в чате нередко именно от кобальдов погибают. Я так понимаю, это вот, судя по левелу и названию, это, по-моему, как раз-таки те самые кобальды, которые вот проживают в Локмадане. Соответственно, можно сделать вывод, то, что это в Локмадане. Там довольно много народу качаются. Не знаю, по какому принципу вообще игроки вот именно на хардкоре выбирают сами локации. Потому что лично меня не интересует там какая-то выгода или что-то вот вроде того. Мне вот чисто в первую очередь это главное, чтобы она приятная была сама по себе. Возможно, это просто потому что... Просто потому что я играю за охотника. Какой еще Номикс? Кто такой? Я не вижу тебя, Номикс. Ты где? Westfall Паладин. Ты кто? Понятно. А они просят помощи с этим, с паладиновским квестом. Ладно, пофиг, помогу. Че, мне проблемно, что ли? Правда, у меня есть некоторые сомнения, потому что там мобы, ну, такого уровня, я бы сказал. Какого они там уровня? 20-го случаем нет? Паладина есть боб. Они могут скинуть агро. Блин, ну не знаю, не знаю. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А, 17-го, ну ладно. Я разве что знаю, что потом будет куда тяжелее все вот это вот. Да, 4-5. Все, нам жопа, походу. Посмотрим.
Нормально, пережили. Но это прям было близко. Сейчас думаю, блин, хардкорщики тут просто полягут. Ладно. Потратил немного времени, конечно, но... Что поделать? Мы должны помогать друг другу. Думаю, тут со мной согласятся многие. Так, надо оттянуть его поближе сюда. Не хочу далеко идти. Лутать. Ладно, в итоге все равно бред получился, но ничего. Так, что у нас тут? Один Highwayman. Еще один Highwayman. И Renegade Mage. Ладно, давай рискнем. Так, хилим. Хилим. Еще хилим. Еще хилим. Отлично. Тот паладин, которому мы сейчас помогали с квестом, он помог. Подбежал в нужный момент похилить. Хоть я и думаю, мы, может быть, и справились бы. Может быть. Но были небольшие сомнения. Ладно, ну... Вывод нужно сделать правильный. Больше такое делать не стоит. Ну нафиг. Было опасно. Пока что заклинание Mend Pad уж очень бесполезное. Блин, промахнулся. Никто не любит промахиваться. Так. Хайвеймены почти уже все. Отлично. И как раз нужно 15 штук. Вернемся к тем палаткам, посмотрим, как там. Думаю, кого-нибудь сагрить смогу. Целых трое. А это что? Тролль Warrior. 25-й.
Так, слоу. Хрен тебе. Can't touch me. Нормально. Сейчас вот этих еще сталкеров надо взять. Двое. Хотя бы двоих. Так, ну давай в бой. А, блин, там целых 4. Не, нормально. Точнее, ненормально. Ну да. Правильно сказал, ну нафиг. Надо валить. Так, отлично. А теперь мы ресаем. В бой. Вот так вот. Изи. Теперь покормим. Давайте сначала просто чанку бормить. Все-таки его надо расходовать. О, блин, я смотрю, у меня тут много чего. Того. Напишу один раз. Если нет, то... Тогда пофиг. Так, покормим его еще. Долларан Шарп. Keeper of the Flame. Точно можно сразу сдать. Зелья. Ну какие мы тут зелья возьмем? Давайте просто по зелью. Так, ну вот, еще один квест на данж. Взял. И на морлоков. Так, окей. Осталось добить хайвейменов. 3 штуки. Я и забыл. Покупать, как всегда, никто не хочет. Ну ладно. Хрен с вами. Зажрались. Ой-ой. Так, этому сразу кидаем меточку. Чтобы усилить урон. Немножко подхилим. И добиваем. И следующий на очереди. Последний. Меточка. Ну вот. С этим квестом у нас все. Так, что у нас тут получается на данж? Осталось достать последний квест. Последнюю часть там сделать. Defies Brotherhood. Это эскорт, соответственно, этого
предателя, но это я сделаю уже после. Это я сделаю где-то после квестов из Темного берега, когда вернусь. Темных берегов. Ну и квест на башне. На банданы. Я его, думаю, брать пока не буду. Зачем его брать? Потом уже, когда вернусь, возьму квест этот. Все равно там рядом, по сути, берется следующий квест. The Defies Brotherhood. Поэтому, ну что там, поднимусь на башню и возьму. Будет плюс 1 слот к квесту в Темных берегах зато. Так, я точно, я уже 18 уже. Мне надо к тренеру идти. Тратить мои накопления. Так, а что мне тут вообще по шмоту? Можем надеть. Смотреть, как будет выглядеть. И все. Блин, я все время забываю уже. Учитывая, что мой тот другой охотник, он не скиннер. Тут все-таки надо заниматься скиннингом. Ну, может быть, я поделаю квесты вот в Темных берегах. Вернусь вот в западный край, чтобы доделать вот последний квест на данж. И тогда вот перед самим походом в данж я прокачаю профессию. Я пофармлю тут кабанов, вот здесь вот повсюду. Может быть, там даже в Дасквуд пойду фармить волков. И прокачаю профессию себе. В принципе, было бы неплохо, потому что вон тут сейчас снимал шкуру с кабана. И он мне дал целых 2 Light Leather. Я вот как раз забыл. То, что за этих кабанов может уже больше давать кожи. Inventory is full. Точно там есть. Там есть продавец. Сейчас мы очистим все. Так, что у нас тут? Траву, вот это все, вот этот бред. Надо продавать. Так, а что у нас там по бинтам? Целых 24 могу сделать. Так, награда, берем двуручный меч. Так, ну давайте тогда сделаем сейчас бинты. Я помню, на 80 уровне первой помощи можно сделать уже следующее. Беда лишь в том, что чтобы потом повысить на 150 плюс, это вот надо будет покупать уже рецепты в Стромгарде. Это низина Арати. Ну, то есть Арати, короче, там называется локация, да. Просто низина Арати, это уже само поле боя. В самой локации мобы там 30 левела. 30 левел плюс. 30-36, наверное, я бы сказал. Поэтому там, конечно, надо будет аккуратно. Ну или просто потерплю с бинтами. Когда уже буду плюс-минус адекватного левела, схожу туда и куплю все необходимые. Там сразу 3 книги для первой помощи. Так, так, так. Лишние бинты. Лишние бинты, где они? Вот они. Продаем. Меч тогда я оставлю и буду сейчас изучать вот ношение двуручного меча.
Так, что у нас получается? Ай, ладно. Давайте рискнем. Просто появился перед носом. Ну, давайте, пофиг сделаем. Почему бы нет? Тогда надо бафнуться по полной. Scroll of Protection. Ну, у меня, по-моему, есть уже. Армор на 60%. Да, на 60 единиц повышает. Хорошо. Там еще какие-то были. Stamina. Интеллект. А, Прист мне кинул. Отлично, благодарю, Прист. Спасибо. Честь отдали. Точно, я даже специально сделал. Макрос. Чисто 2 РП макроса. Встать на колено и отдать честь. Главное сейчас не запороть. Я надеюсь, что там вот точно так же, вот столько же вот народу было, когда вот я там заходил в начале стрима. Что там сейчас все зачищают. Что я не хочу, чтобы было так, как было в прошлый раз на моем предыдущем хардкор персонаже. Потому что сначала выглядело все вроде, ну окей, нормально, там все чисто, нормально, можно идти. И стоило ему пройти вот полпути уже по Монбруку, как он подходит к этому уже, кто там, что там? По-моему, фонтан возле таверны. И все, и начинает тут же спауниться. Каждую секунду буквально эти Defias Pillager. В итоге, блин, я в панике начал их всех просто перестреливать. Сколько я там успел. Получилось, к счастью, довести его до конца, но я там перестрелял скольких. Ребят, я думал, все, сейчас, наверное, погибну. Было очень страшно. Я, по-моему, использовал даже зелье. Не помню, кабан пережил бой или мне пришлось его воскрешать. Вот этого я не помню. Так, ну, на первый взгляд как-то все выглядит очень печально. Ну вот, вижу охотника. Отлично, пусть он зачищает путь. Так, забыл поставить на defensive stance. Блин, там они уже появились. Я даже не знаю, что делать. Наверное, сейчас лучше это сделать. Сейчас их зачистить. Пока не поздно. Пока не поздно, ребята. Так, охотник. Охотник разберется. Отлично. Отлично. Вот это вот прям вот, не знаю, как мне повезло. То, что игрок 20-го левела тут ходит и отстреливает этих пилледжеров. Отлично. Он прям меня спасает. Правда, сейчас он пошел в таверну. Ну, в принципе, я думаю, тут дальше доберусь. Тут, я смотрю, уже перебито. Бандиты Братства Справедливости. Там разве что вот один остался. Не знаю. Предатель сагрится на него, нет? Наверное, нет. Так. Ну вот, отлично. Все, я его сопроводил. И сейчас, по сути, тогда я могу сдать этот квест и следующий не брать. Я его возьму только когда уже вернусь сюда. И буду вот прям настроен на прохождение подземелья. Да, тут тоже вон начинают спауниться потихоньку. Во всех углах.
Что у нас получается? Здесь остался квест на Мурлоков. Да, конечно, хотелось бы его сделать, но в чате никто не искал группы. Там хоть и были ребята, которые уже их фармили, но не знаю. Я как-то не обратил внимания, они хардкорщики или нет. Поэтому думаю потом посмотреть. Уже тогда. Когда вернусь, тогда сделаю. По крайней мере, The Coastal Menace это 100% я сделаю. Coast isn't clear 11 серебра даст. Ну, в принципе, тоже есть смысл сделать. Тем более, тут столько будет экспириенса. Я не думаю, что я прям так много получу опыта в темных берегах. Тем более, сам я рассчитываю там оставаться максимум до 20-го левела, не больше. Что там, Стичет? Опять Стичес? Hardcore character Ашензари has fallen 2 stitches. Ой-ой-ой. 27-й левел F. Блин. Careful at the cemetery, пишет Ашензари. Yeah. Чувак. Ну вот не знаю. Я никогда не попадался прямо вот на глаза этого чувака. На глаза этого Stitches. Просто вот не попадался и все. Его трудно не заметить. Ну вот прям реально трудно. Как? Как вот просто можно вот так вот лицом на него наткнуться? В общем, ладно. Это мы... Там на башне квесты тут надо сейчас сдать. Почему-то опять квест-хелпер мне что-то мозги парит. Чуть-чуть вот так, хоть и плюс-минус лучше начал работать. В сравнении с прошлым разом. В общем, ладно. Талант. Талант, точно, прокачиваем талант. Ну вот, следующий квест мы не берем. Делаем тогда так. Используем Хардстоун. Лишние ресурсы тогда, да, наверное, скину в банк прямо сейчас. По стрелам, что там? Стрела нормально, тем более стрелы смогу купить, наверное. Наверное, в темных берегах. Ну ладно, перед уходом я все-таки закуплюсь стрелами. Чисто на всякий. На всякий пожарный. Как говорится. Точно, надо выучить еще ношение двуручного оружия. Так, тигриный глаз складываем. Вулклот. Light leather. Ну, вроде все. Так. Фласку фойл, по сути, все уже не нужно, могу продать. Посох, кстати, я оставлю пока что в руках на всякий случай тоже, потому что может случиться так, что на меня сагрится именно в ближнем бою, и надо будет все-таки кинуть, допустим, винклип, но из-за низкого навыка владения оружием я этого сделать не смогу. Поэтому посох я пока что оставлю, пока не научусь достойно орудовать двуручным мечом. Я так понимаю, за репутацию тоже, наверное, снижается цена. Цена обучения. Прикольно. Так, ну вот. Двуручный меч есть. Что еще я хотел? Стрелы. Стрелы. Need something? Так, Sharp Arrow. Получается, 3 стака берем. Все. Ух ты, у меня, оказывается, уже одна золотая. If I'm a rich guy, you know.
Спросим в чате, есть ли у кого-нибудь сумки. Мне бы пригодились. В принципе, даже, может быть, в этот раз я уже и смогу купить, не знаю. Но смогу и обменять на ресурсы. Если что, я смогу обменять. Да, у меня там есть эти драгоценные камни. Есть чуть-чуть wool cloth. Смогу предложить бартер. Выгодную сделку. Ни у кого нету. Да? Блин, вот в такие моменты кажется, что сервак умер. Так, что тут тренер мне предлагает? Мультишот, конечно, берем. Serpent Sting обязательно. Наконец-то второй ранг. А нет, это третий уже. Track Undead. Ну, в принципе, там будет чисто один квест для Track Undead'ов. Ну, на будущее могу купить разве что. Immolation Trap. Это уже на 16-м левеле предлагали. Не знаю. Track Undead, наверное, возьму. Пофиг. Чисто на будущее. Потому что я буду прокачиваться в даску где-то 100%. Так, ну вот и для питомца тоже. Так, ну что ж. Третий ранг Serpent Sting, наконец-то. 80 урона. Красиво. Мультишот. Как же мне быть? Куда мне его ставить? А SX у нас что было на Ханте Том? По-моему, замораживающая ловушка тоже. Так, трек андет сюда ставим. Давайте, наверное, так сделаем. Бинты на SX. А на C поставлю мультишот. А вот та, которая замедляет... Так, она SC там что было? По-моему, на SC я уже ставил аспект гепарда. В общем, посмотрим. Я, наверное, в прокачке буду использовать только одну ловушку. Это только Frost Trap, которую поставлю на G. Столом форму мне, наверное, надо объединить с аспектом обезьяны, может быть. Потому что мне же надо будет поставить еще Feign Death. На том охотнике у меня как раз таки Feign Death на Z стоит. Блин, как же сложно, у охотника столько много кнопок. А мне забиндить практически некуда их. Кошмар. Не, ну ладно, тогда бинты я просто уберу. Я просто их уберу с какого-нибудь кейбайнда и оставлю где-то здесь вот внизу. Ну, типа, ну, в чем проблема? Кликну и все. Потом ужасного такого. Так, отлично, как раз корабль приплыл. Тогда я сяду на него. Мне просто надо сейчас отойти на минутку. Так, у нас паладин еще не 60-й. Ну-ка, какие у него таланты? Ага. Тоже интересно. У него все-таки есть Repentance.
Но у него нету Eye for an Eye. А еще у него есть Sanctified Command есть. Понятно. А что же он не взял тогда? Как-то у него, мне кажется, как будто много талантов вставлено. Здесь даже 2 из 3 стоит, ничего себе. Интересно. Ладно. Буду думать, как своего паладина закидать талантами. Я вот думаю просто, в какой билд его сделать для начала, когда буду ходить по данжам, чтобы одевать его хоть как-то. Сделать ли его все-таки шок одином уже и просто играть как, ну, как обычным паладином, как ретрики играют. В ближнем бою. А на случай данжа, если потребуется, мы смогу офф-хил обеспечить. Либо просто банально вернуться обратно к фулл ретре ветке. Плюс у той и у другой есть. В фулл ретре ветке все-таки репентанс есть, который дополнительно, причем издалека, контроль. А у шок 1 все-таки холи шок. Выживаемость повышена. Учитывая, как я собираюсь таланты разложить. Так, ладно. А мне надо отойти в АФК на пару минут. Сейчас мы кое-что сделаем. Вот так вот. Так, раз, раз, раз. Все, я на месте. Так, ну что ж. Пора брать квеста. Так, здесь возьмем квест. Так, потом я знаю, есть квестовая цепочка.
у этого гнома первый квест легкий, а вот потом будет посложнее. По-моему, в конце вот я хочу вспомнить, вот там сумку все-таки мне дадут или что-то другое. Так, вот у него тоже интересный квест, да, а плащик даст. А, плащик бесполезный. Ну ладно. Зато он даст опыт. А опыт не бесполезный. Так, с кристаллом тоже, по-моему, можно разобраться. В принципе, можно еще Мурлока завалить. О, да. Как раз даст хорошие эти вот наручи. Далее. Поиск оставшихся останок этих зверей, выброшенных на берег. Это берется у нее. Так. Что у нас дальше? Сколько я уже тут понабрал? 14 из 20. Ну, не так уж и много, на самом деле, оказывается. Ну, я помню, там еще у Гумберта Блампа, да? Губер Бламп. Дворф сидит. Я у него квест, по-моему, не беру. Ну да ладно. Вот возьмем. Квест. The Absent-Minded Prospector. Так, а у этого, по-моему, квест надо обшарить лодки, да, в воде? Да, не буду брать. Ну нафиг. Не хочу. Alandian Night Song. Это у нас что? Trapped in Nightmare. Вау. Фига себе, оказывается, есть еще и кастомные квесты на Wailing Caverns. Wants you to venture into the Wailing Caverns in the Northern Barrens and free Naralex. Офигеть, еще такой меч дают. Blast the target for 35 nature damage. Ё-моё. Да это, блин, неплохое оружие для твинка. Я бы сказал. Serpent Bloom. Это тоже в этом, я так понимаю, данже. Блин, ну на всякий случай. Может, стоит взять? Так, далее. Башаларан и Аметаран. Взять квесты, наверное. Ну, Башаларан... Там, по-моему, уже нет смысла. Там слишком маленький левел. А вот в Аметаран можно сходить. Tools of the Highborn. Тоже уже маленький квест. Маленький левел. Ну, тогда, наверное, откажусь, скорее всего. Блин, я даже не знал. Вот знать бы все квесты, которые дают для кастомных... ну, кастомные квесты для данжей. Офигеть. Так, ну и здесь, конечно же. Угу. Plagueid Lands. На 14 левел. Ну, еще можно, наверное, я думаю. How big a threat? Так, ну, допустим. Тоже на 14 сойдет. И Tower of Altalax. Quest log is full. Ну, тогда вот Tools of the Highborn мы убираем. И берем вот. Tower of Altalax. С чего же начать-то? Buzzbox 827. Wash the Shore. Блин, Wash the Shore, там, конечно, много квестов будет. Потому что можно будет взять квест, по сути, с каждого выброшенного на берег чудища. Там, с черепахи или... И еще с одного динозавра.
Может быть, тогда взять чисто вот первые два квеста сделать. Вот первый, который, да? Вот этот вот Washed Shore. И потом следующий, который меня отправит туда вот под воду, залутать кость морской черепахи. Гигантской такой. По-моему, за тот квест я тоже получу награду. Тогда попробуем сначала с этим разобраться всем. Ну и Кроулер Лэг тоже можно собрать. Так. Залутаем. Давайте пофармим туда крабиков немножечко по дороге назад. Какой дроп-рейт вообще? 80% пишет. Да. Но пока что соответствует, в принципе. Правда, еще помимо этого мусора всякого много падает. Ну, нормально, пока 3 из 3. Что там тут? Protection. Давайте бафнем Protection. Освободим место. Так, ну вот. Уже не выпало. В принципе, наверное, сразу можно отбежать куда-нибудь подальше и поймать... поймать медведя. Поймать медведя, найти деревню эту. Сразу же. Фурболгов. Или... Не, лучше, да. Лучше сначала эти два сдам. Так будет проще. Так. 5 из 6. Major Royal даже выпало. Такс. Получается, здесь даем, да? Окей. Следующий. Thrasher Eyes. Хорошо, это надо будет в воду идти. Ну, это потом. Это когда я пойду за черепахой. Так, наверное, надо сразу на мне очистить сумки. На всякий случай. Да, вот и награда. Правда, такая себе, она уже не для меня особо. Ладно, продадим тогда. Все вот это вот, что мне не нужно. Так вот. В принципе, да, ладно. Пойду сейчас черепаху залутаю. И рядом тогда попробую там залутать 3 этих трэшеров. А потом уже попробую поймать медведя, найти деревню эту. Где-то, да, вот, тут, я так понимаю. Там же рядом где-то, наверное, уже будут водиться эти медведи. Так, Sea Turtle Remains. Смотрю, кто-то уже туда плывет за ними. Или это что? Зачем он туда вообще идет? А, цветы собирает. Травничество прокачивает. Ну, тоже полезное дело. Я пытался на предыдущем охотнике это сделать. Но в итоге... Да, передумал. В итоге... Тот хант погиб. И толку не было никакого.
От всех трав, которые я собрал. Да в смысле? Что за бред? Already being used. Так, вот. А, тогда трек Beast. Трэшер, вон они. По-моему, там хватит вот возле этих вот причалов поплавать немного. Фармить их. Все. Так, пошел бой. Так, здесь для эльфов, воинов, я так понимаю, квест. Классовый. Насколько я помню. Первый самый. На деф-стойку. Понятно, с этого вообще ничего не падает. 40% еще дроп-рейт. Я вас понял. Я вас понял. Тогда этот квест может затянуться ненадолго. И это... Блин, понятно. С этого тоже ничего не выпало. Погодите, так я же могу кожу снять. Чё я не снимаю кожу? Блин. Ну ладно, того я пропущу. Нет времени. До того еще плыть. Пока у меня тут дыхание ограничено. Так. Наконец-то с этого будет лут. Угу. Найса. Так, теперь здесь я видел много будет. Ну, в принципе, да, еще и радар показывает. Отличная фишка охотника. Так, бой. Они тут уже даже 12-го левела. Сероватые для меня. Понятно, с этого ничего не выпало. Kings and Jokers. Понятно. Это, по-моему, какая-то там новая гильдия, которая недавно там игрок собирал пачку игроков, спамил в чате. Не удивлен, что там вот такая компания с такими никами. Хотя ладно, мне тоже бывает. Порой иногда противоречивые никнеймы. Как раз таки моего второго охотника заставили переименовать. Видите ли, неподобающее имя. Блин, опять. Заскинить надо. Опа, Light Hide. Now this is kinda cool. Что там я должен был сделать? Себе штанцы? Pants. 2,3. Серьезно? Мне казалось 5,3 было. Блин, я бы, конечно, Fine Leather Tunic. Тюник сделал бы. Правда, там нужно 3. У меня только одна. Почему она такая редкая? Странно. Ладно. Сдадим вот этот Washed Ashore. И пойдем тогда вот по этим медведям. Оба квеста сделаем. Так, сумки опять заполняются. Так, ну вот материалы, в принципе, можно закинуть вот сюда, чтобы они не мешали. Как раз вот заполнили. Восьмислотку мою. Мусор продам сразу же.
Не весь, кстати. Материалы продал в итоге. То есть перекинул. Не весь в лес. Ruined leather scraps. Это когда я получить успел. Как-то не заметил даже. Так, ладно, что тут дороже всех. Получается ремень. 2 интеллекта. Ну, мы его примерим и продадим. Тоже. Вот так вот. Теперь дальше идем. Да, приятно, когда делаешь квесты, они ниже левелом, каких-нибудь 3-4. Такое ощущение, что это прям вообще изи, по сути. Только стоит мне потом приступить к другим квестам, допустим, The Absent-Minded Prospector, я вообще в соло не смогу сделать. Ни в коем случае я даже не собираюсь его делать в соло. Там нужна группа людей. Там вдвоем тоже будет трудно справиться. Потому что мы должны уцелеть все. Во-первых, да, учитывая то, что мы хардкор игроки. Там же рядом еще будет квест. Вот. Relune's Escape. Который тоже можно будет сделать. И это будет тяжело. Так, вот здесь вот. Да, все, это мы нашли. Теперь надо поймать медведя. Forest Rider Flatblink. Вот, вижу. Вот и вижу медведя. Как там надо было поставить ловушку и заставить медведя на ней стоять. Так, питомца ставим в пассивный режим. Все. Пойдем. Странно, как-то все легко сработало, потому что сколько раз вот я не был, ну, чисто проездом в темных берегах, ребята жаловались почему-то именно на этот квест, то что они никак не могут поймать медведя. Не знаю, видимо, не удосужились прочитать как нужно само задание, тогда сделать. Вот я единственное, что не помню, нужно прям нанести урон или нет. Мне казалось, что надо немножко его продамажить еще, пока он стоит на этой наметке. Но оказывается, нет. Ну, главное то, что есть. Все сделано, без проблем. Сейчас тогда мы его сдадим. И, по-моему, следующий квест по цепочке надо будет перестрелять таких 20 штук медведей. А в плане поиска вот той деревни, которая сейчас там тоже выполнила еще один квест, надо будет там тоже зачистить эту деревню. Там тоже будет довольно длинная цепочка. Там надо будет очищать другие деревни. Там сатира какого-то надо будет, по-моему, убить. По цепочке медведей там надо будет тоже элитного, по-моему, медведя завалить. Den Mother называется, или как там ее. Тоже один раз я видел, как она завалила хардкорщика. Там просто в чем фишка? Там она сама. Я не помню, она элитная или нет. И плюс еще есть 3 мелких медвежонка, которые слабого левела, но они контролить умеют. Они оглушение кидают, стан. И причем кулдауна как бы нету. Они все 3 сразу могут закинуть. По очереди, точнее. Так, ну вот. Так, а в смысле еще один могу взять? У меня место есть? Отлично, один слот есть. Speak with Thunderous Wind River. Хорошо. Ну, давайте. А что там? Как-то я подзабыл.
это он хочет попросить найти Волкура. Там еще одного эльфа, который спрятался где-то здесь в пещере. От фурболгов. Или это что-то другое. Cliff Spring River. Ага. Нет, это что-то другое. Ну ладно. Что тогда? Думаю, надо тогда сейчас зайти вот в эту деревню фурболгов, зачистить ее. Зайти потом в Аметаран и взять вот, сделать квест for Love Eternal. По дороге, если встречу этих зараженных медведей, соответственно, их тоже перестрелять, сколько будет возможно. И потом пойти к Кристаллу. Сдать там квест и сразу же взять следующий, потому что Кристалл дает следующую часть. По-моему, так. И потом уже вернусь обратно в Аубердин. Сдам квесты, продам мусор. И пойду уже дальше на север делать все вот эти вот квестики. Как-то так. Так, ладно, поиск тогда гуманоидов теперь. Сарах. Понятно, там уже кто-то занимается всем этим делом. Ну ладно, неважно. Wind Talker. Так, насколько я помню, вот этих Wind Talker'ов больше. А вот Pathfinder'ов меньше. Надо будет разбираться. Искать их повсюду. Хотя, если тут никто мне мешать не будет, то вообще без проблем сейчас быстренько все сделаю. Что, в принципе, пока что и происходит. Близко слишком встал. Не люблю эту слепую зону. Так, там я смотрю, кто-то активничает. Ну да, вот тот человек, которого я увидел через радар. Так. Так, потренируем-ка. Немножечко ближний бой. Так, ну вот, 5 из 8. Еще сюда можно зайти. Здесь вторая часть деревни. Давайте-ка с той стороны. Вот так вот, сагрим. Так. Теперь этого сагрим. Вперед. Ну вот, и еще один нужен. Так вот.
Аккуратно. Вперед. Все. Изи. Этот квест сделан. Дальше включу отслеживание животных. Что у нас тут? Rabbit, Thistlebear. Есть. Тут просто. Он неприятный дебаф, кстати, кидает, я помню. Болезнь или что-то типа того, которое снижает реген хп, либо хп и маны, либо просто хп. И вот далеко не каждый может это диспелить. Вот он накинул уже. Health regeneration reduced by 50%. Представьте себе. Кошмар. На 50%. И это у нас disease. То есть далеко не каждый это может снять. Я так понимаю, disease, наверное, может снять пока паладин, только вот примерно на этих левелах. Вроде бы. У него cleanse там какой-то есть. И, возможно, прист. Так. 3 штуки. 3 штуки есть. Вон еще вижу. Давай их постреляем. Все равно он уже... Вижу руины Аметарана. Главное не забывать их лутать и шкурку снимать. Ух ты, сколько их тут. Надо брать. Пока они тут есть, никто их не дергает. Просто я знаю, что они вот здесь есть, и еще там же, на северной части. В северной части этой карты. Не хочу просто на данный момент идти так далеко. Ради этих медведей. Чтобы делить на 2 раза этот квест и, соответственно, чаще чистить потом сумки. Так, что это? Я там могу взять останки морской черепахи, да. Но я их не буду делать, эти квесты. Они, во-первых, один слот занимают в сумке, а во-вторых, квест. У меня нет места для квеста. Полный лог. Скалпинг Томахawk. Прикольно, одна ручка есть. В принципе, ради прикола могу оставить пока что. Если появится еще одна парная. Блин, вот опять забыл снять. Снять шкуру. Так, ну вот получается 8 я уже ликвидировал. Вот еще один 9. Так. Я помню, что здесь квест берется еще также на Метаране. Ну, по-моему, бессмысленно, потому что там, по-моему, он, ну, совсем уже маленького левела. И вроде особо ничего не даст. Так, я смотрю, тут еще много медведей таких. Может быть, я и смогу сделать квест.
Там даже сзади одного упустил. О, бесплатные шкурки. Сначала их соберем. Угу. Понял. Угу. Навык прокачал, но шкурку не залутал. Странно. Второй раз подряд причем. Ну ладно. Так, иди в бой. Сразу на следующего. Так, хорошо. Что у нас тут? Монсталкера. Прям, я так понимаю, за деревом где-то? Медведь. Где ты? Вот он. Там еще. Там еще есть. Хорошо. Пойду туда дальше. Ruined Leather Scraps. О, я не заметил, как Лайтхайд еще одну зафармил. Это хорошо. Так, ну вот, уже 15. Да, скорее всего, я смогу это сделать здесь, на этой части карты. Правда, я уже далековато отхожу от Аметарана. Надо будет идти, наверное, обратно скоро. Так или иначе, там медведи все-таки резнутся. Пока я сделаю квест в Аметаране. Сколько у меня тут места еще есть. Хорошо. Угу. Там труп игрока, я смотрю. Ну, бывает. Я смотрю, тут уже другие медведи. Grizzled Thistle Они, кстати, тоже будут по цепочке квестов, вот, которая вот называется Boss Box. Надо будет тоже их собрать. Там шкуры этих медведей. Light Hide? Отлично, 3 штуки. Получается, теперь я смогу сделать тунику себе эту. Блин, я оленя, оказывается, застрелил. Блин. Вот, не знаю, стоит ли сейчас это делать. Или уже все-таки поздновато по уровню. И мне просто выбить где-нибудь. Сделать себе нормальный нагрудник. Так, еще один медведь нужен, да? Так, Forest Strider, столько их. Сколько их много. А, во, нашел, отлично. Все. Так, я с того же снял шкуру, да? А то как-то вылетело из головы. Так, ладно, все, пора выходить на дорогу. И теперь уже можно включать трек Undead. Потому что в Аметаране именно призраки эльфийские находятся.
Идем туда. Что у нас по карте? По карте только один квест. Absent-Minded Prospector на юге. Поэтому пока он подождет. Его я буду делать лишь последнюю, в самую последнюю очередь. И то, если буду. Хотя вроде как вполне выгодно, потому что именно после его квеста будет квест, связанный там Wetlands, который мне как раз таки даст топор. Двуручный, хороший. Я попробую. Так, Аная. Аная, я тебя вижу, Аная. Вот ты где. Аная. Сюда иди. Banshee Curse. Ладно. Пофиг. Ну вот. Разобрались. Так, теперь я планировал... Так, ну давайте поставим, наверное, трек гуманоиды, потому что там будут совухи. Я не хочу на них наткнуться. Сейчас, наверное, пойдем по дороге, чтобы побольше безопасного пути было. И тогда обнаружим кристалл. Или, может быть, выгоднее даже лучше сейчас. Потому что они все равно тут слабого левела, 10-го. Вон. Блин, ладно. Офигеть, даже ударить не успел. О, сундук. Так. Место есть. Что же в черном ящике? Понял, кто-то уже лутал его. Ну, залутаю меч просто потому, что он стоит 1 серебро. Почти 2 серебряные монеты. Поэтому просто продам. Так, а рарные эльфийки я тут не вижу. Так. Да, как-то не вижу. Тут просто я знаю, еще одна эльфийка ходит, патрулирует. Но она считается редким NPC. Ладно. Вот уже горы. Пойдем сейчас вдоль гор, найдем этот кристалл. Я знаю то, что его сторожат, кстати, несколько этих совухов. Так, зверье тут, кстати, блин. 16 левел. Серьезно. Причем странно, вот тут 16 прям тут же рядом 12. Что медведь, что вот этот вот страус. Как-то интересно. Вон тут даже 17. Такой разброс. Забавно. Так, сколько у меня всего слотов свободных? 3 слота. Надо беречь. Беречь слоты. Так, ну вот, совухи уже слева. Кристалл скоро тут будет где-то рядом. По-моему, вот за этой горой. Учитывая, что вот тут уже квест-хелпер показывает. Да, вот и он. Вперед. Мои гилки игроков 13-14 левел. Видимо, они не справлялись с этими совухами. Они, по-моему, сразу же в Enrage вступают. Так, сейчас я поставлю другую музыку. Была тема Бладельфов, теперь Дренеев. Нужно было просто обнаружить и сдать квест. Понял. Надо будет, видимо, еще раз сюда просто вернуться и сдать квест именно кристаллу. Просто я помню, сейчас вот вспомнил, надо будет набрать колбочку с водичкой в этом.
Там этот будет лунный колодец в Абердине. Так, ражных мункинов нету. Жаль. Вот это вот главное не забыть, потому что я помню, бывал все-таки случай там. Один-два случая у меня, то, что я забывал набрать колбу с водой. Так, ну вот и все. Места больше нет. Теперь надо избегать бои. Ну, хотя тут уже почти все, я уже почти дошел. Почти возле Аубердина. Так, ну, в принципе, я уже приличную пачку квестов сделал. И вот я уже сейчас, наверное, получу 19 левел. Басбокс я, правда, не сейчас буду сдавать. Чуть попозже, когда туда пойду, на север. Но все же. Уже будет 19, это хорошо. Да, вот теперь надо Дэн Мазер завалить. А вот смогу ли я это сделать в соло? Вот это вот вопрос. Ну, все зависит от кабана. Если он переживет. Тогда, конечно, без проблем. А, точно, Мурк-Дип. Я и забыл о нем. Он тоже где-то здесь. Inventory is full, точно. Точно. Тоже я об этом забыл. Мгм. Продаем, по сути, все. Вот это тоже продадим. Так. Зальем водички. А вот теперь, наверное, можно и взять и сделать квест на Мургдипа. Что тут у нас? Блин, предпоследний в списке. Ну, там помню, да, лагерь надо будет зачищать. А, For Love Eternal. Точно, надо еще сдать сразу же. How big a threat? Почему я не сдал? Надо все сдать. Так что мне понадобится лишний 19 левел. Значит, тогда я завалю Мургдип. Чувака этого. Потом уже по дороге назад сдам квест на Красный Кристалл. Ё-моё. Ну и звук. Что-то я немножечко испугался. Ладно, возьмем пока что Lost Master, но я знаю то, что он тоже непростой. Так, 19, кстати, я апнул. Берем тогда дополнительную броню. Кабану. Что он тоже... Ну да. В прошлый раз смотрел, было 37%. Теперь 42%. Это не может не радовать. Так, сейчас у них тут будет слезливый диалог. Ну да ладно. Я его уже много раз видел. Так. Продадим эту хрень. Ну что ж, пойдем тогда на Мурлока.
А что там, кстати, за награда будет? А, видимо, нет пока ничего. Не могу глянуть. Ну что ж. Попробую разобраться в соло. С Мурлоком. Потому что мне нужно наручи. Вспомнить бы, правда, в какой деревне он. В какой деревне Мурлоков обитает. Этот Мурк Дип. Где-то здесь, наверное? Или уже после? После вот этой вот речки из Фэлвуда. Ну, сейчас посмотрим. Насколько я помню, он даже не будет там прямо стоять, как заспауненный моб. Он должен лишь появиться потом. Пока ты будешь зачищать ту деревню, и он потом появляется там тоже с волнами. Несколько мурлоков-охранников с ним будет, поэтому надо будет попробовать как-то аккуратно все это сделать. Так, ну вот... По-моему, где-то здесь скоро. Флагельмурк зе Круел. Ля, рарник. Это дяде надо. В кои-то веке мне везет. Ну, плюс-минус везет. Там сундук какой-никакой попался. И тут рарник. Обычно я в западном крае вижу дофига этих вот убитых рарников. Там два рарника Мурлока, по-моему. Кстати, хороший тоже. Хорошие наручи. Жаль, что только одну выносливость дают. Так, ну... По-моему, где-то здесь получается. Потому что я уже не мог ее пропустить. Вот она. Это деревня. Ведь так? Я даже на всякий случай посох тут надену. А то мало ли. Так. Ну, вперед. Shadow Jam, да.
Блин, это будет опасно, мне кажется. Я, наверное, не потяну сам. Потому что они сразу агрятся на меня. М. Ну, пока под вопросом. Слышь, кабан, что ты там? Давай сначала завалим Хантера. Так. Хилим, 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 хилим. Живи, живи, живи. Блин. Ну что ж, тогда сделаем так. А, парирование, да? Давай, один удар, один удар. Фух, блин. Вот это было реально опасно сейчас. Я уже боялся, все. Какой, блин, тут авторитетный Мурлок заправлял всем этим. Блин. По КД кидает просто сети, да? Фух. И еще какой-то там герой, Heroic Strike у него. Блин. Как-то немного я напрягся. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, ладно. Блин, ну мы стояли, конечно. Молодцом. Не зря я, кстати, посох надел, да? Вот не зря. Не зря я его продал. Офигеть. И вот как вот, допустим, другому классу играть соответственно, сделать квест? Только вот в группе, иначе никак. Так, ну вот странно, теперь из карты пропало месторасположение кристалла. Ну ладно. И так найду. Фу, так, надо расслабиться. Не могу я отвыкнуть. Рисковать. Привык, мол. Ай да ладно, сделаю сам. Пока буду кого-нибудь искать. Время пройдет. Зря я так иногда делаю, конечно. Блин, ну третью прокачку по новой за охотника я уже не знаю, наверное, не переживу. Тогда я, наверное, буду какого-нибудь друида прокачивать. Но во всяком случае буду пытаться этого охотника довести до максимума. Ну ничего. Со временем там Мэнтпэт будет посильнее, появится Frost Trap. Стараюсь не глупить, когда буду приручать новых питомцев.
Так, ладно. Руины Амета рано заканчиваются тут. Я так понимаю, да? А, нет, еще нет. Это где-то середина. Ну ладно. В этой части я уже пойду в сторону гор. И вдоль гор уже пойду к Красному Кристаллу. Все-таки сагрилась. Так, ну вот как-то так. Блин, ну вот сейчас вот так подумал, мне кажется, такая награда за вот такой квест, связанный с Мурлоком, вообще какая-то неоправданная. Блин, лучше бы давали какое-нибудь оружие. А то, по сути, я зачистил всю деревню сначала. Потом отбивался от волн. Потерял в бою питомца. И кое-как сразил врага в ближнем бою. А тут ты получаешь всего лишь наручи, которые дают всего лишь 2 выносливости и 2 духа, конечно же, как всегда. Самая любимая стата у Blizzard это дух. Без духа в классике ну никак. Так. А вот и оружие, кстати. Вспомнил, точно. Вот этот квест уже даст оружие. Правда, тут уже, по-моему, оружие, ну такое вроде. Так, сейчас мы глянем. А, Отлично, баф дали хп. А, Fragments Within. Что тут посох? А, ну да, по сути. По статам напоминает посох, как от этого. От дробителя. Только наверняка ДПС и общий урон чуть выше. Просто сделано все. Поэтому он такой себе. Сам по себе этот посох, конечно же, хуже, чем за квест третьей части The People's Militia. Потому что это просто не сравнить уже никак. Поэтому я просто его продам. Плюс 7 серебра. Будет неплохо. Tribal Boots. Ну-ка. Примерим. Canvas Shoes. Плащик, по-моему, я примерял, да. Да, я, конечно, не ожидал такие интересные механики от этого Мурлока. Не знаю даже, зачем я еще до сих пор о нем говорю. Просто я не припоминаю, чтобы он прям так... Насчет сеток, вот не знаю. Сетку, может быть, он и кидал. Но он прям ее по КД кидает. Тем более сетка длится 9 секунд. От него буквально не убежать. Я даже не успел на него накинуть Serpent Sting. Тогда было проще. А так он еще каким-то, блин, ударом бьет. Прям по 75 хп сносил. И это было как-то больновато. Так, ну вот. Эти 2 квеста сделали. Сейчас снова тогда очистим сумки. Продадим все вот это вот.
Ладно, это тоже продам. Нафиг надо. И так дофига еды для моего зверья. Ага. Ну что ж, надо, наверное, задать тогда квест в бокс-бокс. Den Mother. В пещеру к нагам идти. Ну, не знаю, тоже немного опасно. Там ноги такие. Одни, по-моему, кастеры, присты. А другие, по-моему, умеют откидывание способность. Так. Можно залить воды, да. Tower of Atalax можно сделать, да. Ладно. В общем, по очереди посмотрим, что там можно будет сделать. Десять серебра. Да. The coast isn't clear. То есть 7 на 4, 24. 28. И... То есть ты убиваешь 28 различных мурлоков. То есть, ладно, коустранеры прям там слабые, ворьеры. Ну, 15 левела. А вот Тайтхантеры и Оракулы, нифига. Они 17 18 левела. А то и, может быть, 19 даже. И ты за все это получаешь только 11 серебра. А тут, по сути, ты просто поплавал под водой, пострелял немного этих трэшеров, залутал 3 глаза. И вот уже за это получаешь 10 серебра. Вот это я, конечно, иногда не понимаю. Разницу в оплате труда, так скажем. Так, кто там сзади? Бежит. Галаксион, 28 левел, Night Elf Priest. На своей черепашке все никак догнать меня не может. Да, черепашка как маунт просто переоценена. Чисто как квест можно сделать для дополнительного опыта. Там дает 2600, по-моему, опыта. А так это бесполезная фигня. Тем более мне скоро появится гепард. На следующем левеле буквально. Который уже, по сути, перекроет скорость черепахи, если не обучаться навыку езды верховой. Он перекроет вплоть до 60-го левела. Потому что будет 30 плюс... Да, 30%. Это ровно столько, сколько даст на 60-м левеле. Если не обучаться навыку верховой езды. Так, ну вот, кстати, получил максимальный левел доверия от кабана. Это хорошо. Так, ну вот, расширай. Что там дальше? Монсталкер Фэнкс. Понял. И монсталкеров тут уже начинают фармить. Да? Да, их уже фармят тут. Везде их фармят. Ну ладно, сниму хотя бы шкуру. По дороге, если их увижу, то буду тоже фармить. По-моему, осталось как раз таки 2 части. Вот надо клыки мунсталкеров и потом вот шкуры медведя, по-моему, 4 штуки. Все. И, если не ошибаюсь, наверное, 8 слотов в сумку дадут. Просто очень давно не делал квесты здесь. Вот я и забыл уже. Так, здесь у нас что? Медведи. А вот и мунсталкер есть. Давай вперед. Тегнем его. Так вот. Ага, не залутали. Печально. Что же вы не лутаете зверей-то, а? 20% дроп шанс.
клыков. Так вот почему они, когда я делал в прошлый раз, давным-давно, вот почему они не дропались. Понятно, этого тоже не залутали. Вон оно что значит. Потому что 20% дроп. Это, конечно, грустно. Так, а что в смысле? Я что-то где-то видел сейчас. Монсталкера. Неужели вот его это только что и завалили? Козлина. Cave mushrooms. Давайте сделаем вместе. Так, а здесь монсталкеры тоже вроде на обочине должны были быть. Видимо, нет. Ладушки. А, вот, вижу. Так, где они тут еще? Одни лишь зараженные эти медведи. Да, кстати, так и знал, что с этого сейчас не выпадет клык. Ну ладно. Так, тогда сейчас мы заправим колбу с водой. Заранее. Было бы неплохо, конечно, сделать и квест на Den Mother вместе. Отлично, у него тот же квест. Вставляют тут незалутанных. Ладно, буду пока искать еще этих монсталкеров. Хотя тут еще один хант бегает и их отстреливает. Какашка. Опа, есть. Так. Ну, конечно. Тут и так этих монсталкеров не так уж и много. Так еще и дроп. Только 20%. Ладно, идем дальше. Просто вперед, если увижу еще. Иду к пещере, в которой живет, соответственно, это Den Mother. Так, а этого можно залутать? Да. Так, я помню, вот здесь вот надо этого очищать, берлогу, деревню этих ворболгов. И появится сатир, которого надо будет завалить по квесту. И на какое-то короткое время эти форболги станут дружными. Так,
По-моему, здесь вот. Вот. Здесь начинается тропинка к логову. Так, ну он там идет или нет? На карте-то я его вижу. Он еще и в ПВП. Чувак, вармод еще врубил помимо хардкора. Ой-ой-ой. Ну, сейчас-то ладно, первый левел еще может быть проще, а вот потом, когда надо будет в контестах территориях... Лол. Что-то я как-то думал то, что, блин, не заагрится. Везет, а воины, конечно, закерили.
Так, ладно, все. Хватит отвлекаться на чат. С ним. Надо потихоньку продвигаться и лутать. Че это сбросил я таргет? Странно. Почему-то таргет сбрасывается. Просто меняется таргет. Очень странно. Так, ладно. Так. Потихоньку, потихоньку разберемся. Лутаем желтенький гриб. Так, ну спамиться вроде гриб будет довольно быстро. Может быть, нам и не придется особо идти туда вглубь, кто знает. Так, ну 3 из 5 уже отлично. Так, ну думаю, глубоко не стоит, наверное, идти. Все.
Этого и хватит. Ну, он, в принципе, мог у выхода взять сразу же. Ну ладно. Очищу тут сразу выход. Пока он там лутает. Что спаун? Какой спаун? О чем ты? А, у него прям заспаунилось. Ну, поможем, поможем. Вот так вот. Все? Ну вот, no problem. Сделали. Inventory is full. К сожалению, is full. Блин, как же быстро у меня заполняются сумки. Это просто печаль. Так, а где он там? А, он там дрался тоже. Окей. Да, я ему, наверное, напишу. Потом. Если он захочет, конечно, или... Если у него будет время. Мало ли, пока вот я тут все это вот буду делать. Он уже закончит. Пока я тут своих этих мудсталкеров зафармлю. Пройдет уже, наверное, очень много времени. Мне тут еще тем более уже сумки совсем дают знать о том, то, что места мало. Мало места. Офигеть. Сколько я уже этих перестрелял. Мунсталкеров. Только один клык. Ну-ка, давай еще одного. Тогда, наверное, сделаю квест Tower of Atalax. Я знаю, что там прям очень длинная цепочка, которая потом в Ясневый лес тебя повезет. Отправят. Поэтому сделаю только вот это вот, то, что здесь вот именно. В Даркшоре. Офигеть, ни одного клыка. Блин. Но если 20% дроп рейт, почему не дропают-то хотя бы каждый 5-й раз?
Здорово. Это кабан одну фразу напомнил. Встретил Варика Тралути гуманоида, чем? Чем-то похоже на людей. Пугай, по крайней мере. По крайней мере, они симпатичнее. Какая-то двухсмысленная фраза из уст орка. Я сегодня, кстати, задумывался, оставить ли мне кабана или попробовать, может быть, перейти на котика. Чисто чтобы был больше урон. Но вот в некоторых моментах убеждаюсь, то, что, может быть, все-таки лучше оставить кабана, потому что он все-таки еще такой больше под танкование подходит. Потому что сегодня вот уже два таких момента было, таких скользких, я бы сказал. Это вот именно здесь вот, в темных берегах. Я тут попробовал в соло сделать квест на Мурлока. Wanted Murg Deep. И вот там, конечно, ну такое было, блин. Сколько этих мурлоков перебил. Как там назвал? Там сначала ты зачищаешь деревню. Небольшое поселение мурлоков. И потом тут же волнами выбегают там 3 мелких мурлока. Прям совсем бичи 13 левела. Потом 2 таких же, какие обитают в этом же лагере. И потом еще один мурлок, плюс вот этот Мургдип. И вот, блин, вот под конец, когда уже этот Мургдип напал, блин, ну... Думал, вроде все нормально было. Кабан там на пол хп. Еще жил. Но что-то потом смотрю, как-то быстро хп тает. Оказывается, этот Мургдип, помимо того, что он по КД спамит свою сетку, которая длится 9 секунд, мать ее, так он еще какой-то как будто героический удар использует, который наносит где-то в среднем 70-80 урона. И так вот он зарезал моего кабана быстро. Мне пришлось в ближнем бою добивать этого Мурлока. И там вот чуть-чуть... Вот, ну как чуть-чуть? Меньше половины хп у меня осталось. Я уже занервничал. Потому что я никак не мог дистанцию сделать. В этом была беда. Пришлось даже зелье выпивать. Вот именно вот это. А второй тут недавно вот только что убивали медведя. Дэн Мазер. По квесту. У нее просто еще помимо самого медведя, мелкие еще 4 медведя вместе с ней там лежат, которые тут же вместе с ней агрятся. И все они кидают стан тоже. Хоть они там 9 левела, такие чисто NPC. Так что как-то так. А в целом, ну, потихоньку. По сути, почти готов к подземелью Dead Mines. Я вот планирую сделать квесты здесь до 20 левела. И потом уже, наверное... Ну, еще, наверное, покачаюсь, наверное, в Красногорье, может быть, или еще где-то. До 22-го. И пойду, наверное, в подземелье. Тут еще обнаружил 2 квеста. Кастомных квеста на пещеры стенаний. Неплохие. Может быть, туда еще сходить. Мало ли лук выбью. Фиг знает. Так, ну вот, 4 из 4 есть. В Барнсах, где иглогривы, приручаешь кабанчика в броне, точно передумаешь. Это ты про данж имеешь в виду? Эти Разорфен Краул и Разорфен Даунс. Вот эти вот, которые здесь 2, да? Я вчера на другом ханте играл. Не вчера, это был уже другой день. Проходил Разорфен Краул. Я посмотрел, у них даже... По-моему, у них уже рывок будет то ли 3-го, то ли 4-го ранга заклинания. Так, ладно, ну на этот квест я уже, наверное, делать не буду. В Ясевом лесу я не планирую качаться. Прям вроде... Вне инста? Ну, в курганах, насчет курганы не знаю. Насколько я помню, там большая часть, по-моему,
если не вся часть данжа состоит из именно андедов. То есть сами эти иглогривы, они андеды уже считаются. А вот насчет их кабанов вот не помню. Они мертвые или они все еще животными считаются? Так, ладно, надо очистить сумочки. В одном, так я помню, в самом данже там вот есть кабаны. И там вот их надо расчищать, чтобы сделать внутри данжа квест на сопровождение гоблина. А вот насчет курганов как-то я вот уже подзабыл. Ну, до них еще во всяком случае надо дожить. То мало ли. Опа. 6 голды. Ой, голды. Серебра. Сейчас, кстати, хоть у меня плюс-минус с серебром проблемы нет. Вон уже 1,5 даже почти нафармил. Сейчас бы только вот достать каких-нибудь сумочек. А то мне по-прежнему вот сколько уже стримов идет, сумки не выбиваются, даже 8-слотки. То есть я о 10 слотках вообще молчу. Вот у меня 2 6-слотные, одна только 8-слотная. К сожалению. Ну, вот мне кажется, то, что здесь вот по квестовой цепочке Buzzbox, где надо ресурсы собирать с этих зверей, по-моему, в конце будет сумка. Ну, плюс в данжах тоже будет еще. Вот в тех же в пещерах стенаний с босса. 10 слотов будет падать сумка. А так, ну я не знаю, я еще буду спрашивать иногда других игроков. Может быть, у них будет. Так. Да, все, места у меня нет, надо очищать. Давненько я, кстати, не был в темных берегах. Не делал квесты. По-моему, последний раз, наверное, это уже когда я играл на официалке. Когда вот воскрешали классику. Тут куда больше квестов, я бы сказал, может быть, в половину раза больше, чем. Если даже не в 2. Больше квестов, чем в западном краю. И плюс они больше подходят для игрока, который, допустим, сюда приходит на 10-12 левеле. Более дружелюбная, я бы сказал, локация. Хоть и такая растянутая. То, что тут она растянута такая, это, конечно, немножко бесит. А, да, кстати, мысль прикольная. Ну да, ограничение это плюс-минус 5 левелов. Но это какую цепочку еще надо составить с игроками? Я думаю, что да, на практике это тоже возможно. Потому что, по сути, правил ты не нарушаешь. Но я думаю, это с другой стороны будет называться абьюзом уже системы. Да-да-да, интересно так. Интересная мысль, на самом деле. Не знаю, как это прям карается, а, скажем так, законом или нет. Было бы интересно узнать. Кстати, хочу узнать, какой онлайн. Плюс 500. Пока вот тут играю, плюс 500 игроков. 3,5.
Блин, по утрам вот самое удобное играть. Конкуренции на квесты вообще практически никакой. Я начинал просто сегодня утром еще в западном крае, там добивал последние квесты. Ну, не считая квестов на мурлоков. Я еще не сделал их. Вот они у меня еще тут. Не сделанные оба квеста. А все остальные сделал. И никто, по сути, не мешал. Успел, кстати, даже помочь одному паладину. Там он делал квест свой, классовый. Там тоже довольно... продать надо точно. Довольно такой неловкий момент был, потому что там же надо тоже отбиваться от волн этих бандитов, Братства Справедливости. Там просто целая куча на тебя потом под конец начинает бежать. А там был вот этот паладин 20-го левела, еще какой-то паладин 17-го левела, и я 17-го левела хант. Блин, и там вот в одном моменте, вот реально казалось, что все, ГГ. Сейчас этого паладина 20-го завалят, потом второго паладина завалят. Но кое-как справились. Неплохо. Им, правда, пришлось там баблы прожимать, все вот это вот, все свои дела. Тут на пляже еще пока шел. На этого на Мурлока где-то по дороге рарника тоже завалил. Рарного Мурлока. Так что в целом, я бы сказал, сегодня неплохой день вышел. 3 интеллекта, 2 духа. Не, ладно, пофиг. Пока что буду копить деньги. В следующий раз, наверное, займусь опять. Буду снимать шкурки. Чтобы полностью заряженным идти в данж. Speak with... О, ну. Ну, в принципе, я туда пойду еще. Ладно, возьмем. Лук на 20-й нет. К сожалению, нет. У меня просто купленный. Вот на 16-й. Ну и, скорее всего, если вот будет у меня также лишние деньги, то я и на 20-м куплю. Если я не выбью ничего. Да мне как-то вообще вот не прет. Вот с лутом я не понимаю. Это как будто какое-то проклятие. Хотя я в это все не верю, да? Я вот параллельно играю за другого охотника. У меня он сейчас 36 левел. Вот на эти выходные я за него и играл, по сути. И я раза, наверное, 3 сходил вот в новый данж. Кастомный. И вот у него прям со второго босса падает лук. Должен падать. Вот, Crescent Grove, которая в ясеневом лесу. 24% шанс вот дропа у 3 шмоток и 5% у кольца. И вот лук не выпал. Я, по-моему, 3 раза сходил вот чисто ради лука. И это нифига, не дропается. Не везет мне как-то вот с оружием, блин. На ханте. Но тут я уже смотрю, как будет получаться. Чисто вот если по статам следующий, допустим, вот я где-то выбью ружье, то да, конечно. Я поменяю. Поменяю на ружье, я куплю, соответственно, больше патронов. Там у меня патронник в банке лежит. Просто знать бы где. Я знаю одно из ружей. Так, сейчас у меня там... Мелодия закончилась, да. Сейчас, секунду, поставим. Давайте Баралус. В Гномригане. Правда, вот это, с этого босса, он рарник, наверное, какой-нибудь там. Его почти никогда не фармят. А где еще ружья? Я не знаю. Инженера просить. Может быть. Был еще, кстати, вот здесь вот Фразеров and Краул. И как раз-таки повезло, был рарный босс, у которого тоже лук падает. Blind Hunter, это вот этот вот летучая мышь в пещере. И тоже, блин,
вместо того, чтобы выпасть луку, выпала самая менее процентуальная вот по дроп шансу шмотка. Это вот эта вот шея. Я не знаю, как-то вот вообще не прет. Ну вот непроглядная пучина, там, по-моему, лук. А вот я не помню, насколько он там хороший с этой леди Саревес. Он зеленого качества. Ну, в принципе, на данный момент, да, он лучше. Попробовать, конечно, можно. Хотя у него только 16% дропа. Может быть, и схожу, да. Да, 1.8, конечно, это хорошо. У меня сейчас 2.2. Так, ну и, конечно же, да. Вейлинг Кавернс. Лорд Серпентис, Веном Страйк. Конечно же, тоже. Чисто один раз, может быть, ради квестов сходить и можно. А вот насчет ружья, да. Ну, я, может быть, поговорю как-нибудь с инженером, если что-нибудь там будет. Надо будет зайти вообще за моего паладина, посмотреть, какой там выбор из этих оружий есть. Потому что все-таки нужны ресурсы, чтобы сделать это все. А где их достать? У меня особо их много нет в банке. Так. Что у нас тут? Блин, эти клыки надо собирать. Ладно, пойдем. А, точно, точно. Да, можно ж. Да, конечно. Вот, крафтинг. Инженерное дело. Значит, первое ружье, ну, понятно, херня. Так, сейчас я тут на дорогу выйду. Тут дорога. Дальше. Deadly Blunderbuss. Так, у меня 11.22. 12.23, 9.7. ДПС. И скорость тоже приличная. На 19 левел ружье, кстати. Lovingly Crafted Boomstick. Bronze Tube. Handful of Copper Balls. Heavy Stock. Moss. Что-то мне кажется, что это ружье не базовое, а по рецепту. За. Так, а Deadly Blunderbuss тоже неплохая, кстати. Да. Да тут 100% крафтится сразу, там можно обучиться. Ну, кожу, кстати, я могу достать. Легко, потому что я ее снимаю. Copper Bolts, но у меня есть немного этих... руды я выбил. Могу обменять, скажем так, бартер устроить. Wooden Stock продается у этого вот. Просто у вендора. Ну, а медная труба просто крафтится легко. Так что, по сути, даже это ружье уже будет апгрейдом для моего лука. Но лучше, конечно, вот это вот на 19-е. Правда, здесь, конечно... Moss Agate. Моховый агат. Блин. А вот у меня его нет, по-моему. Дальше, по-моему, уже все. Да, Silver Plated Shotgun уже на 21-м. Ну, как-то так. Так. Что у нас тут по зверью? Я, наверное, когда вот доделаю тут вот последние квесты, когда вернусь в Штормград. Вот тут даже, кстати, в чате в гильдейском спамят то, что хотят купить ружье. То самое, которое я только что смотрел. Вот это вот, на 16 левел.
когда вернусь, наверное, в Штормград, тогда вот посижу там, попробую с кем-нибудь договориться. Блин, слишком близко. Ладно, придется ввязаться. Получить дебаф. Такс. Так, тут у нас Ону. Угу. Ему просто сдаем квест. Точно. Тут же еще рядом есть один меч, который просто торчит в земле. Или прямо вместе со статуей, не помню. Можно попробовать там поделать квесты. Я тут чисто так планирую до 20-го левела плюс-минус. Ну, точнее не, ровно до 20-го. Не больше. Так, 128. Кожевничество. Ой, снятие шкур. Но неплохо. Офигеть. Я как начал квест на сбор ресурсов, вот Мунсталкер Фэнг на клыке этих тигров. Мне просто выпал первый же клык с первого кота, и потом все, я уже сколько их перестрелял, просто ни одного не выпало. Бред какой-то. Блядь, не того. А, еще и убегает в страхе. О, не зря, кстати. Лол. А, еще и можно скинить, я даже не знал. Я думал, их нельзя, это все-таки пернатая. Но во всяком случае, не зря. Выбил себе сумочку. Хорош. Ой, хорош. Офигеть, да блин, дайте мне клыков. Вы издеваетесь? Тут хотя бы много этих сталкеров. Сколько у меня тут свободного места? Ну, пока есть, пока есть. Так, ну тут уже смотрю, котейки помощнее будут. Окей. А много кто играет? 60%. Чё себе. Я так-то мало кого отслеживаю, я видел. Ну, кого я отслеживал? Варгула. Ионита.
Или сейв. И все, наверное. Вот я не помню, они, по-моему, даже не на черепахе, наверное, играют. По крайней мере, не все из них. Так, смотрим. Опа, вижу. А так, ну да, я кого-то одного из них видел, ну, за Ханта играл. Кто-то за Друида играл. Разбойников тоже видел. Я так по большей части видел. Бывал, заглядывал на стримы Twitch стримера Рейзиса. Он там играет, правда, на официальном сервере, на хардкоре. И вот у него первый персонаж был воин. Был, потому что уже помер давно. Помер он, напоролся на элитный патруль, по-моему. В этом вот. В Лок-Мадане там есть элитный патруль. По правую сторону от озера. По-моему, из орков или из кого? Бля. Как так? Да. В Баронсах есть элитный патруль эльфиек, по-моему, да, а вот в Лок-Мадане орки. И вот он напоролся на них, и все, и ГГ. Печально, конечно, было. У него там прокачанные тоже профы были, кулинария, первая помощь. Потом второй персонаж у него был разбойник. На стриме я не видел, как он погиб. Знаю, что он сказал вот на 20-м левеле пал. И все. Вот сейчас он тоже, кстати, играет за Ханта и тоже за Дворфа. За Дворфийку, точнее. Не знаю, какой там тоже уже, наверное, 20-й плюс левел какой-нибудь. Плюс-минус. Сначала взял себе медведя, потом поменял на птицу. Но вот если у меня вдруг вот падет вот этот вот охотник, вот я думаю, либо друида, либо еще раз паладина. Но если я буду играть за паладина, то я буду, наверное, качаться как-то вот, типа, прот, наверное. Что-то вроде того. Прот Холли или Холли Прот, или просто Прот, или Холли. Неважно. Но по данжам, наверное, не знаю, вот не хочу я ходить по данжам за него. Не хочу танковать. Падлу. Брать ответственность еще. Сорян. А кастеры, они мне как-то не очень нравятся. Скучные. Я вообще привык к тому, что для меня самое интересное, это когда ты врываешься в ближний бой и там вот уже сражаешься. Исключение только вот охотник, чисто иногда по приколу поиграть. Ну и плюс девушка любит играть за охотника. И плюс баланс друид еще. Ну просто потому, что это прям интересный класс. Ну, охотник, да, такое, чисто. Отдохнуть, поиграть. Не в напряг. Поэтому вот подумаю. Либо паладин, либо друид. Но друид 100% ферал. Это вообще без вопросов. Тем более тут ферала так интересно изменили. Я вот попробовал даже таланты раскидать на 60 уровне. В интернете для друида. И прям вот можно прям вот такой идеальную сборку сделать для чисто ферал друида. Все нужные таланты будут вставлены в ферал ветки.
все нужные таланты в баланс ветке, и еще там 5 талантов в ветке Restore друида. Прям все будет расставлено. Ну, лог, да. Мне, кстати, как-то советовали. Еще до того, как я начал. Когда я за паладина играл еще. На стриме заходил англоязычный тоже парнишка. Мы с ним немножко перекинулись словами в чате. И он посоветовал тоже лока стартануть. Он сам на локе играет. Ну, я думаю, да. В принципе, суть та же. Питомец есть и все. И все отлично, пока есть питомец. По крайней мере, его кормить не надо, это радует. Но тут фишка в том, что я за лока никогда в своей жизни... Хотя нет, играл. Играл, но очень и очень мало. За лока и мага, наверное, я играл меньше всех. За приста чуть больше, но тоже очень мало. То есть вот когда я в подростковом возрасте играл вот на Дыркуле, когда был какой-то X25, я просто все классы довел до 80-го левела, чтобы узнать, какие у них способности, и все. И вот кастеры мне уже тогда не понравились. Лок. Вырезал элиток. Там еще есть крепость с людьми. Пока это инстинкт. Да, знаю, это пещеры времени. Я в том данже был, помню его. Лок свой дом убил 6 мой, которые согрелись все разом. А что это за элитки такие? Мельница Таран. А, это или ты... Это же не в данже в самом, это... Просто я не припоминаю, какие там могут быть. Опа. А, нон-хардкор, понял. Не для меня. В самой крепости синдикат вроде. Ну, выживаемость у Лока, конечно, хорошая. За счет чего? У него там баф есть, да? Который он только на себя может накинуть, который увеличивает броню. Отсос, грубо говоря. ХП, конечно же. По сути, это, наверное, там... Сколько он там способностей должен использовать, чтобы просто комфортно вот так вот жить, вот как я, допустим, сейчас просто вот фармлю мобов для квеста. Какие-нибудь дотки накидать. И потом включить Drain Life. Все. Мне кажется. Я не спец там. По варлокам. Ну, дефы, да. Я знаю то, что если вот PvP, вот вармод, допустим, врубить, тогда лог будет вот немного уступать, по-моему, разбойникам. Особенно вот в Альянсе, если ты играешь за лока, то это, по-моему, вообще бесполезно играть после, ну, против разбойника. Если тебя вот загангает разбойник, то это сразу ГГ. Андед разбойник особенно, у которого есть резист расовый к фиру. Да, там бывает еще интересная такая фишка, интересный момент насчет фира. Я все никак не могу понять, как там просчитан тот момент, сколько урона должно вот пройти в тебе, пока ты во время фира, чтобы этот фир сломался. Вот это вот я никак не понимаю, потому что бывает, вот ты просто смотришь, и такое ощущение, что противник Варлока бесконечно находится в фире, на нем все эти дотки тикают, он умирает, и все это происходит во время фира, а фир не ломается никак.
Потому что, на мой взгляд, ну сколько он там должен? Совсем чуть-чуть, наверное, продлиться после того, как ты наносишь урон. Так же, допустим, как и с этими корнями друида. По сути, один каст производишь, один-два каста, и все, и корни ломаются. Поэтому фир, да. Фир эта штука офигенная. В этом плане, кстати, вот фир, все дела, вот эти вот дотки раскидывать и так далее. Мне вот понравился именно Shadow Priest. Классический именно Shadow Priest. Я даже как-то, помню, играл чисто попробовать ради интереса этого Shadow Priest на каком-то фан-сервере, где сразу 60-й дается, и ты просто одеваешь там шмотки нужные. И вот я попробовал, прям офигенно, вот очень понравилось. Но это прям должен быть одетый Shadow Priest, потому что не одетый это совсем другое дело. Он не очень сильный, не одетый прист. А, 30 секунд, по-моему, когда на первый фир у ШП. Ну, там, по-моему, снижается, потому что если ты по талантам берешь еще и сало, которое КД 45 секунд вроде бы. Сейчас я даже таланты гляну. Ради интереса. Так, ШП. А, тут не показывают ничего в КД. Про КД только таланты самые. Ну ладно. Так там еще прикол в том, то, что там прям первый тир талантов, он же дает вероятность 10%, если полностью прокачать. Он дает шанс оглушения от Shadow урона. То есть ты просто можешь накинуть с первого ранга Shadow Word Pain, и в какой-нибудь один из стиков он возьмет и оглушит эту цель. И вот это прям офигенно. Я вот пока прокачивал своего приста до 19-го левела для твинкования на БГ, я вот уже много раз увидел, как этот талант работал на деле. И это мне вот очень понравилось. У Лока, да. У него без КД. У него, по-моему, кстати, два фира, если не ошибаюсь. Вроде есть простой на одну цель. А вроде есть Хаулинг, что-то там, не помню, Скрим или что-то. Что-то там, не помню, название, в общем. Он на АОЕ фир. То есть, по сути, напоминает Престовский, но его кастовать тоже надо. Так, отлично, 5 из 6. Сколько я тут уже перебил котов. Но зато есть же этот... я не знаю, как это слово правильно называется. Когда ты не можешь много раз использовать фир. Diminishing, или как он называется. Ты, по-моему, 3 раза можешь использовать фир подряд. И потом надо подождать немного. Тем более, каждый раз, когда ты будешь использовать фир, он будет длиться меньше и меньше, по-моему. Там первый раз 9 секунд, потом 6, потом 3. Как-то так. И вот в четвертый раз он, по-моему, уже срезистит. Контроль разума есть на классике, да. Контроль разума у приста появляется где-то на 30 каком-то там уровне. 32-й, 34-й, вот где-то там 30 плюс есть контроль разума. У приста прям способностей тоже большое количество, я бы сказал. Так, Fine Moon Stalker Pet Belt. Сейчас сделать или нет? Ладно, потом.
приста. Просто тут дофигища хилок различных, хилящих способностей. И вот помимо всего этого еще есть способности, там, я не знаю, для нанесения урона того же. Что и в послушание, что и Shadow ветка. И вот потом разные вот эти вот, я не знаю, ну, допустим, обобщим утилити, назовем его, да, там вот будет. И Mind Vision, видеть чужими глазами. И снизить расстояние, на котором сагрится моб. И Mind Control, и Mana Burn тоже. Что там только нету у приста. Там тоже целый винегрет способностей. Так, что тут ГЗ пишут? Кто-то апнул 60-й? Да. Comics Zone. Ну-ка, это кто у нас? Comics Zone. Охотник 60-го. Ну, понятно, ничего интересного. ШП. Да, мобильности у него от слова 0. Никакой. Дополнительной мобильности у него нету. Ускорений классики, по крайней мере, у него нету. Но зато, да, есть контроль, есть щитки, есть ходки, есть замедление от одного заклинания, по крайней мере, точно. И станы есть. Контроля, в общем, хватает. А ускорение... Да, в классике 0, никакого. Да, я и думаю, особо-то и не надо. На то он и, по сути, и жрец. Он не должен быстро бегать. Меня единственное бесит то, что он не может диспелить яды. Это очень странно. Я уверен, что это просто сделали в угоду баланса в игре. По-моему, просто это как-то не очень вяжется. Не с точки зрения лора, да и по логике, блин. Яда, мне кажется, на мое мнение, любой, кто занимается там вот очищением, там условный паладин, друид и так далее. Любой должен уметь снимать яды, включая жреца. А тут, по сути, охотник кинет Вайпер Стинг и все. И ты на нуле. И поэтому все на Альянсе играют за дворфов. Чтобы хоть как-то избежать. Так, Blackwood Corrupted. Точно. Сейчас могу сделать. Что мне там по стрелам вообще? Стрелы кончаются потихоньку. Надо затариться. Так, сейчас мы это все продадим. Fill the moon with water. Понял. Надо сначала залить воды. А друид магию не может диспелить. Ну, тут уже, я думаю, больше, кстати, подходит. По крайней мере, с точки зрения лора. Потому что друид, ну это что? Это природа и все дела. Поэтому логично, что он, допустим, может там убрать какие-то проклятия. И яды. И болезни, я так понимаю, наверное. Или нет? Болезни он не может, наверное. В классике тоже есть. Сначала ты делаешь на 14-м левеле классовый квест, который просто снимает один яд. Да? То есть функция диспела банальная. Так, сейчас. Ага. Так вот. Blackwood Corrupted. Все. Да, сначала на 14 левеле, как я говорил, квест. Просто на диспел. А потом уже за какого-то левела, получается, просто покупаешь способность у тренера. Называется, по-моему,
аболишь Poison или что-то вроде того, и ты накидываешь на себя вот что-то вроде ходку, да, и она раз в 3 секунды снимает с себя яд. То есть это прям вот отличное противодействие против разбойников. Именно благодаря этому заклинанию я как-то, когда прокачивал своего друида на классике, я именно вот благодаря этой способности выживал в файтах. Когда видел то, что я против разбойника, хоть я и ферал, я сразу же просто поливал на форму кота, я кидал на себя ходку, корни на рогу, и просто его издалека закидывал этими баланс-спеллами, и все. Даже будучи фералом. У друида так-то в целом тоже довольно богатый список способностей. Но это все учитывая то, что вот разные формы есть. Друид чем крут на классике здесь, именно на черепахе? То, что ему тоже добавили тот же берсерк. Если не ошибаюсь, он практически просто полностью скопирован с ЛК. Если не ошибаюсь. Ну, разумеется, нету способности увечья. А так все в целом есть. Что нужно. И вот берсерк, по-моему, полностью копирует. Успокоение. А у меня тот хант на 36-м, и я вот как-то не помню. Есть у меня та способность. Есть вот пока что фир. Случаем успокоения, мне кажется, это у друидов. Называется по-английски Hibernate. Да, да, можно на друля использовать, если не ошибаюсь. По-моему, можно. Когда он в форме медведя или кота. Само собой. По-моему, можно было. Потому что все-таки друид, когда он в форме животного, он сам-то получает бонусы же. Его же нельзя превратить, заполиморфить с помощью мага. Поэтому и должны быть минусы. По-моему, он считается животным тогда в этот момент. Я вроде бы даже когда отслеживал вот трек Beasts, нажимаю, и вот вижу игроков, то, по-моему, они были именно в форме зверя тогда. Так, где у нас тут? Басбокс тут. Так что да, у каждой тут стороны есть плюсы и минусы. Но когда у друида вот появляется прокачанный талант в баланс ветки, которая снижает переход в форму на 30%, тогда да, я бы сказал да. А в целом, ну, так себе, наверное. А, понятно, только 6 слотов сумка. Блин, жаль. Просто смена облика, вот если без таланта в баланс ветки, то это довольно дорого стоит для друида. Он может так быстро просесть по мане. Боевые формы, они там, конечно, дороже стоят по мане, чем форма путешествия. А вары, да. Вары в классике это прям... Ой, я бы никогда в своей жизни не играл бы за вара, ну нафиг. По сути, вот вару вот без профессии, ну никак. Там нужно и кукинг, и, ну, предпочтительно, наверное, алхимия для Free Action Potion, чтобы освобождаться от всяких замедлений. Ну, а в Альянсе, естественно, логичнее играть за этого гномика, в Орде за орка.
Тогда. Я даже как-то видел еще давным-давно скрины, где просто маг кидает фростнову вару. Это даже еще, по-моему, личевские скрины. И он просто спамит гигантские там тексты о том, как он, ну, обзывательства, в общем, да, оскорбительные всякие нецензурные слова. То, что даже маг, ну, тупо не дает ему подойти в близкое расстояние. То, что так-то понятно. Если подпустить, вар может дать люлей. Но стоит его законтролить, и все, и ГГ. Я вот поэтому, кстати, из-за вара играл только в БФА, по-моему. Причем играл я даже за Фурика именно, а не за Армса. Хоть и героический прыжок у Вара появился, по-моему, с Катаклизма. А так вот. В БФА, да, я играл, я там взял еще талант на 2 рывка. Помню, было 2 рывка, героический прыжок. И... И что еще? Расовая обилка, я был хуманом. И... Плюс еще вихрь клинков. Вихрь клинков, который длился хоть и вдвое, там, меньше, короче, чем у Армса. Но я его чисто использовал не для нанесения урона, а чтобы именно вот от рутов избавиться. Ну да, там какой-то такой популярный мем. Я вот не помню, где я его видел. Либо в ВК, либо, не знаю, может быть, вообще на 2Ч. Прям вообще старый такой. Ну, тролль, наверное, в ПВЕ лучше, не? Так. Что я хотел сделать-то? Освободить сумки, наверное, или... А, следующая часть. Басбокс. Точно. Тролль, наверное, больше в ПВЕ подходит. И, возможно, даже тролль, чисто если опираться на расовые способности его, может быть, он даже больше подходит для Фуривара. Там у него что? У него скорость атаки и восстановление ХП в бою. Просто я привык к тому, что у орка резист к станам 25% на классике. И это многое контрит. Это прям вообще, ну, очень большой бонус. Довольно часто бывало так, что вот мои станы, играя за паладина, не срабатывали. Слишком часто. Так, никто, видимо, не хочет делать квест. Так, басбокс. Что у нас еще тут? Master's Glaive. Lost Master. Ну ладно. Посмотрим, как тут. Наверное, тут 3 квеста сделаю и все. И хватит с меня темных берегов. Может быть, разве что сразу для удобства поставлю еще точку полета в Астронаре. Чисто на всякий случай. Так, а сколько вообще стрим длится? А ё-мо, уже почти 4 часа. Блин. Да, надо уже закругляться мне. Сегодня как-то все бодро идет. Не чувствую времени даже. Обычно к такому времени уже башка немножко болеть начинает.
Сегодня как-то вообще отлично. Так, Grizzled Scalp. А, это этих медведей надо фармить, точно. Тут они есть или нет? Grizzled Bear есть. Отлично. Блин. Давайте так сделаем пока. Так, а какой дроп шанс-то? 32%. Ну, неплохо, неплохо. Да, интересно. Тут вот в чате пишет воин, вот с которым я объединился, чтобы в пещере там один квест сделать. Грибы собрать. И вот он сказал то, что у него есть какой-то аддон, который отслеживает всех ордынцев, допустим, в данный момент вот в темных берегах. Потому что он тоже хардкорщик, но он еще включил вармод. Я вот не знаю, до какого левела он доживет. Играет за воина. Я сейчас вот написал то, что здесь какой-то 31 левел ордынец бегает. То есть, ладно, территория Альянса, он продержится, это ладно. Но потом, нейтральные территории, в PvP режиме за воина. Что-то я сомневаюсь, конечно, то, что он долго продержится. Ну, ничего страшного, работа есть работа. Да и я просто еще с таким, ну, не особо подходящим графиком стримлю. Надо вот думать. Я вот уже давно, как бы определенное такое время. Довольно большое время, да. Стримлю уже. Не считал. Сколько? Надо бы решиться конкретнее с каким-нибудь графиком определиться мне. Привык то, что основные вот те, которые я смотрю, люди, они стримят где-то после обеда, ближе к вечеру. Но, блин, я не привык, потому что у меня вот как раз-таки до обеда и все вот это вот время никого дома нет, никто не мешает. Но думаю, просто после обеда, наверное, будет проще другим людям смотреть, и, возможно, больше аудитория подтянется. Поэтому пока у меня такой более свободный график. Но думаю, в ближайшем... Ну, ладно, может быть, не в ближайшем. Посмотрим. Перейти на более позднее время. Так, сколько я уже тут перебил медведей? Опять ничего не дропается. Что у нас тут по сумкам?
Medium Laser уже падает. Интересно. Ага. Туда еще, наверное, схожу. Где там меч торчит. Там, наверное, сделаю квест на сопровождение. Дриады. И там еще какой-то квест, по-моему, есть. Надо залутать книгу, по-моему, или что-то вроде того. Так. Раз, ну, так, 5 слотов. Нормально. В смысле, о чем тут речь? Cat Drink. Ладно, непонятно. Тринька, наверное, какая-то. О чем речь? Без понятия. Блин, вот 32% дроп. И опять. Что раньше делал этот квест, что сейчас. Именно вот последние части. Бесит. А, еще один игрок, тем более тут. Так, надо, наверное, будет очистить сумки. Тогда подожду, пока тут они резнутся. Так, это надо туда идти, да. А, везунчик, он уже сделал. Он уже сделал. Так, тут вроде медведей нет. Нет. Так, Westfall Stew. Наверное, тоже можно продать, нафиг оно мне надо. Столько разной еды. Так, ну вот как-то так. Тут все ставим. Так, Master's Glaive. Ага. Вот. Где-то там. Может быть, даже Absent Mind Prospector. Как получится, наверное. Не, наверное, надо все-таки сделать. Попробовать достать тот топор, который я хотел. Так. Где тут меч был? Ладно, тут где-то скоро должен быть поворот направо. А, во, вижу. Такс. Что мне надо было сделать-то? Так. По-моему, я должен вот так вот поставить миску.
Ага, еще и какая-то книга дропнула. Интересно. Ну ладно, сначала мы сделаем сопровождение. Давай, беги скорее. А, будешь медленно пешочком идти, я тебя понял. Конечно, нужно ж медленно идти, пока все резнутся. Понял. Тогда пока она там идет. А, они уже тут спаунятся. Блин. Неудобно. Но пока все нормально. Пока живем. Странно, что тут, кстати, вот надгробник игрока 24-го левела. Это вот меня настораживает немного. Я надеюсь, тут не будет какой-то засады, в которой кто-то заспаунится. Просто неожиданно. Что 24-й, я не понимаю, как он тут мог погибнуть. Ну, в принципе, ладно, там еще неизвестно, какой класс. Может быть, это какой-нибудь воин был, разбойник, не знаю. Так, ну вроде все. Она сейчас тут чуть-чуть еще поднимется наверх и... И нормально вроде. Трилуинс Escape издавать надо где? Шрайнов Айсина, блин. Точно. Это в ясеневый лес придется бежать. Уф. Ладно. Так уж и быть. Так, сначала мы здесь дадим. Я так понимаю, надо прочесть книгу или что-то вроде того. Так, ну это вроде... Да. Это у нас кольчуга. Чё продадим? Так, сколько их там? Двое? Фигня. Отлично. Главное, чтобы не успели вот себя отхилить. Этого мне не надо. Ну, урона, я смотрю, они мало наносят. Вон, вдвоем меня били. Ну, кабана, точнее. Толком ничего не нанесли. Так. Сдаем. Берем. Ага, и вот тут уже спаунится новое. Ой-ой. Как-то они... Неожиданно, блин, вот не люблю, когда так вот происходит. Неожиданно появляется. Вот в эти моменты я немножко, конечно, жалею то, что я только один тут. А не с кем-то вместе. Так, ну вот, все, разобрались. 20-й у меня есть, точно, я могу уже... Могу уже обучить охотника гепарду. А, вспомнил, можно пойти в болотину и там поделать
один квест, чтобы выбить 10-слотку. Так, попробуем снять тут шкуру. Отлично. Неплохо я так подфармил тут кожи. Пока прокачивался. Учитывая, что я не всегда, далеко не всегда с целью снятия шкур тут бегал по лесам. Просто чисто собирал тех, кого надо было фармить именно для квеста, и все. Не более. Ну как? Чуть-чуть разве что. Сторонних. Так, ладно. Что у нас тут? Так, зелье на ману, но, наверное, все-таки стоит оставить, чисто на всякий случай. Мало ли. Мало ли. Bring 6 Маткистра Relics to Onu. Блин. Точно? А это же квест там, на севере. Уф. И я получу этот меч. 5 выносливость, 2 ловкости. Ё-моё. Но это как-нибудь потом. На следующем уже стриме. Сейчас хочу попробовать закончить басбокс. Если получится. Что-то я сомневаюсь. Так, что у нас тут? Форест Страйдер. Ладно, давайте и этих тоже котиков. Блин. Я ведь хотел еще этого медведя взять себе. Ну ладно. Ну ладно. Я попробую еще немного пофармить. И тогда, наверное, сгоняю в Дарнас к тренеру. Скинув в банк ресурсы. И тогда все, наверное, буду заканчивать. Ты совсем забыл то, что здесь все-таки действительно больше квестов, гораздо больше нужных квестов. Прям хороших таких. Поэтому закончу, наверное, на следующем уже стриме с этими квестами. Так. Схематика. Ага. Неплохо. Тоже могу использовать для бартера. Я как понял, этот рецепт очень и очень, кстати, хороший для прокачки инженерного дела. Там от 100 до 150.
Так, отлично, 34. Ну, ладно, постараюсь. Постараюсь вот сейчас закончить с этим квестом. Так, что у нас тут сзади все еще эти цапли? Inventory is full. You gotta be kidding me. Что у нас тут самое дешевое? Мясо? Блин, зелье. А, ну вот. Одно зелье для ХП. И теперь снимем шкурку. Вот так вот. Все. Теперь надо выйти на дорогу. Продам мусор, сдам квест. Пойду в Дарнас. Знать бы еще, какие способности у животных есть, допустим. Там же ясеневом лесу. Я бы приручил кого-нибудь, чтобы изучить укус тот же для своего кабана. Так, базбокс. Так-то, конечно, я могу и сейчас прям это попробовать. Вон, потом. Успеем. Так, ну сейчас устроим марш-бросок до Астронара. В принципе, тогда, получается, я мог взять спокойно Tower of Altalax и сдать его по дороге. Ну, уже, ладно, поздно. Да, забавные, конечно, эти лаги. Прям вот регулярные. На пару секунд вот такие вот. Бесит. Так, что у нас тут по квестам?
Так-то, конечно, могу по дороге сдать сразу. Может быть, это и стоит сделать. Так, что у нас тут? Aggressive Wildlife и что еще? Old Grey Paw. Угу. Ну, видимо, на волков квесты какие-то. На животных. В принципе, может быть, даже какие-то квесты я и смогу здесь поделать. Какой-то все-таки выбор должен быть между Красногорьем и еще чем-то. Я просто тоже давненько не качался в Яснем лесу. Я не особо помню квеста. А ну хотя... 22. Ну вот надо где-то 22 хотя бы апнуть. А потом... Когда уже буду 22 плюс. После данжа... Дасквуд. Скорее всего, лучший выбор Дасквуд. Там квестов немерено. Прокачка хорошая, тем более, когда качался у предыдущего персонажа. Я там очень много хороших штучек выбил. И много 10-слотных сумок именно с вурдалаков в Рейвенхилле. Так, Дасквуд. Да. То есть в Рейвенхилле я и сумки выбивал. И все это в один день. И синие боешки. Я выбил еще ремень даже на 18 левел твинка. Келлерс Гердл, как-то так называется. Там ремень на ткань, по-моему. 3 выносливости, 8 интеллекта. Чисто на твинков ремень. И все это здесь выпало. Там еще куча разной зелени. Поэтому, думаю, Дасквуд самый оптимальный. Только до него надо как-то подготовиться, выполнить где-нибудь квесты, чтобы достать какой-нибудь достойный шмот. Потому что там практически вся фауна агрессивная. Повсюду андеды. Тот же Ститчес бегает повсюду. Хардкорщиков каждый день убивает. Я хоть ни разу не попадался на него вообще никогда в жизни. То, что, ну, блин, ну его видно издалека. Это гигантский кусок мяса ходит по дороге и по кладбищу. Как можно его не увидеть? Правда, сейчас, конечно, могу себя накаркать. Ну да ладно. Так, да, я, кажется, упустил. Ну ладно, тогда уже завтра сдам. Так, с точку полета поставлю. И тогда к тренеру. На сегодня, наверное, буду заканчивать. Так, это что? 6 слотов. Блин. Мне бы еще какую-нибудь 8-слотку хотя бы выбить. Хотя бы одну. Так, получается, сразу в Дарнас летим. Это у нас что? Это тут сдается. Powers Below. Это Стальгорн. Понятно. А, ну еще завтра тогда можно вернуться тогда, наверное. В западный край сделать на Мурлоков квесты. Оба. И тоже для галочки, чтобы не мешались.
прокачаться, наверное, можно. В принципе, Wetlands. Wetlands тоже хорошее место. Оно хоть и, ну, внешне, выглядит не очень. Но квесты там хорошие. Легкие. Чисто пойди туда, собери то, убей того и так далее. Ну, в общем, классические квесты. Типичные классические квесты. И вот Sida's Bag, по-моему, да. Можно выбить 10 слотов сумка. Из рандомных вот этих... Тут ребята такие будут слизни, или как они там. Я помню, одну сумку можно выбить. Правда, ее можно либо сразу выбить, либо через каких-нибудь час-полчаса. Как повезет. Также, я помню, можно сделать плащ хороший. Там надо кроколисков фармить. Где-то здесь вот квест. Не знаю. Там плащ, по-моему, будет плюс 5 или плюс 7 выносливости. Тоже можно будет сделать. Я так понимаю, тут очень много еще кастомных квестов, потому что эта локация, она только для Turtle Wolf, как бы, сделана. Кастомная. Дун, Аград и Hawks Vigil. Я смотрю, тут очень много квестов, причем они уже моего левела. Так много. Я их, правда, еще ни разу не делал. Можно будет попробовать поделать их. Ну, я думаю, тогда смогу апнуть какой-нибудь 22, 23, а то и 24 левел. Хотя, наверное, думаю, 22 будет вполне достаточно, чтобы потом пойти в Dead Mines. На хардкоре. Да, короче, пойду туда в Wetlands. Это, наверное, завтра. Закончу. Завтра Darkshore. Все вот эти квесты, которые тут взял. Westfall закончу. И потом пойду в Wetlands, наверное. Смотрим, как там все будет. Че, надо профессию прокачать? Я тут нафармил кучу кожи. 2, 3, 4 стака. Light Hide 8 штук. Че, обрывки? Мало, правда. Сейчас вон, каждая шмотка стоит как минимум 6 кусков кожи. Это тут прям разочаровывает. Ты можешь хоть целый час нафармить этих животных. Кучу стаков набрать, а потом потратишь за минут 10-15. Просто потому что какой-нибудь Fine Leather Cloak уже 10 Light Leather забирает. Поэтому я не особо люблю кожевничество прокачивать. Так, тут у нас что? А, это на БФД. Данж, квест. Twilight Falls, наверное, тоже. Там еще посмотрим, непроглядная пучина, надо подумать, стоит ли проходить данж или нет. Так, что у нас тут? Это все сбросим. Так, я смотрю, уже слоты заканчиваются. Ладно, 10 серебра всего лишь стоит. Сейчас мне денег много. Это сделаю вот так вот пока что. Нормально, надо будет еще завтра найти инженера. Попросить, чтобы он мне сделал ружье, может быть. То у меня уже лук. Ну, такое себе. Просто у вендора купил и все. Так, какой тут онлайн? Ну-ка. О, 4К. Почти. Нормально.
Хардкорщиков 1000. Тоже неплохо. Так, питомец у меня, по-моему, да, 6 левел. Тренер. Скажешь мне что-нибудь? Опа. Гроул 20, отлично. Это хорошо. Ладно, это мы все купим. Eyes of the Beast. Вот я все думаю, а надо ли вот эта вот хрень или нет? Чисто вот на хардкоре, если вот. Понадобится ли она мне или нет? Наверное, нет. Все-таки все равно в PvE режиме. А способность больше, наверное, для патролинга какого-нибудь или для разведки. Хотя для разведки у меня вот есть Eagle Eye. Хорошая способность. Так, Mant Pet, вот, отлично. 2 ранг. Наконец-то второй ранг получу. Dual Wield тоже отлично. Наконец-то смогу парное оружие носить. Arcane Shot тоже можно взять. И Freezing Trap, ну это просто must have. Все остальное потом. Не так важно. Так. Получается у нас что? Вот так. Мэнтпэд сюда. 38. Ну, пока еще маленький. По-моему, ранг 3 или 4. Вот тогда уже будет прям стабильно хорошо хилить питомца. По-моему, даже ранг 3 будет достаточно. Так, Serpent Sting у меня уже есть 3-го. Ага. Freezing Trap. Вот сейчас вот обязательно, я точно вспомнил. Завтра, когда зайду, сразу же приручу. Приручу паука. Чтобы изучить способность Байт. Для своего кабана. Будет полезно очень дополнительно. Так, перенесу пока Raptor Strike. 5. Надо будет потом придумать, наверное, какие-то еще кейбайнды. Учитывая, что у охотника очень много способностей. Так, ну вроде все. А, блин, главную способность забыл вынести. Вот так вот. Так, ладно. Тогда долечу до туда. До Астронара. Там вроде бы пауки где-то по кругу ходят. Я попробую приручить завтра, посмотреть, что у них там есть. Знаю, что способность Beast Lore появляется на 24-м. Тогда я смогу просто без проблем проверять, какие способности есть. А сейчас вот просто придется наугад проверять. Так, а Stone Talon Mountains, по-моему, не для Альянса, это больше для Орды, да. Такое себе. А, ну хотя тут еще какие-то квесты я вижу. Или это, наверное, не знаю, как-то непонятно. Наверное, все-таки это в Stone Talon. Какая-то база. В горах. Ну ладно, я там никогда особо не качался. Я там только бывал, чтобы поставить точку полета здесь, на базе Альянса, и потом пройтись вот здесь вот, в Десолус. Ну тут, соответственно, Марадон.
Так, это я мог продать, кстати. А топорик я мог положить в банк, точно. Блин. Ну ладно. В следующий раз тогда. Алкоголь продам тогда. Нафиг нужен. Надо еще определиться, что лучше, вот парная или двуручная. Чисто для ханта. Тут же все-таки еще добавили кастомный аспект, который тоже скоро появится. Не помню там на каком уровне. Ну, скоро. Где-то с 20 по 30 аспект of the Wolf появится, по-моему, называется. И вот он запрещает охотнику использовать выстрелы любые дальнего оружия, да? Но увеличивает мили атак power. Там на сколько-то там единиц. Ну и, соответственно, это чисто вот для ближнего боя. Вот я думаю, стоит вообще даже покупать эту способность или нет. Парные вроде по статам могут быть иногда выгоднее, чем двуручно. Но парные оружия могут промахиваться в ближнем бою. Чаще. Гораздо чаще. Мне главное просто, чтобы я смог на всякий случай всегда использовать винклип. И сделать дистанцию. Это вот самое главное. Просто пока я смотрю, самые лучшие награды только двуручное оружие. Вон даже следующее тоже получается. Матхистра Реликс квест и тоже двуручный меч. Потом по квестовой цепочке The Absent Minded Prospector тоже там. Потом топор, который в Atlantis будет. Двуручный топор. А вот одноручки пока что как-то не хотят появляться. О! Хардкор Character, фантазер. Погиб от Slim's Friend. 34-й. Это квест The Missing Diplomat, по-моему, называется. Там надо было допросить одного чувака в таверне в Wetlands. Он выбегает, призывает там одного охранника. Вот это вот он и есть, по-моему, Slim's Friend. Это сложно, кстати, на самом деле. Я на 32-м или 34-м пытался его сделать, не получилось. Тоже погиб, но я не был тогда на хардкоре. Такое себе, да, дело. Так, ладно. Кабана поставил тогда. Завтра начну с приручения, да, паука. И доделаю тут квест, все. Тут уже, да, 4,5 часа. Пора отдыхать. Все, буду отключаться. Всем спасибо, до свидания. Удачи, приходите завтра. Тоже где-то примерно утром, наверное, я не знаю, или в полдень.